Глава 1. Лиза стояла на пороге собственной спальни и отказывалась верить своим глазам. Этого не может быть. Только не ее Костя. Может ли обман зрения сыграть с ней злую шутку? Да какой уж тут обман. Это совершенное тело нельзя перепутать ни с чьим больше. А его движения, сильные, ритмичные, господи. Лиза зажала рот рукой, чтобы остановить вопль ужаса. Ведь сейчас он занимается этим не с ней, в ее кровати. Совершенно посторонняя женщина. И это она извивается и стонет. Она другая. Сумка выпала из рук и с глухим звуком рухнула к ногам Лизы. Ей же показалось, что раздался оглушительный гром. И, конечно же, ее услышали. «Лиза, а ты чего так рано?» Муж смотрел на нее изумленно, в то время как эта суетливо выбиралась из кровати и натягивала на себя все, что попадалось под руку. Лиза на нее не смотрела, не могла просто. Потом она себе даже не могла ответить, блондинка была-то или брюнетка, а может, рыжая. В тот момент ее интересовал только Костя. А его, похоже, интересовало только то, почему она так рано вернулась с работы. «И это все, что ты можешь мне сказать?» Голос дрожал от гнева и едва сдерживаемых слез. «Пошла вон!» — заорала Лиза не своим голосом, слепо глядя на любовницу мужа. «Вон!» — крикнула она в спину убегающей. Наверное, она была страшна, раз бежали от нее, как от чумной. И Костя выглядел необычно притихшим и испуганным. Да Лиза и сама от себя не ожидала. Никогда еще и ни на кого она так не кричала. И в пальто, в натопленной квартире ей было холодно, словно замерзала она изнутри. «Лиза, успокойся!» — выставил Костя руки, глядя на нее с мольбой. «Это совсем не то, что ты подумала!» «Не то?» Голос охрип, наверное, от крика. Да и повышать его уже не осталось сил. Силы как-то разом покинули ее, а по телу разливалась болезненная слабость. «А что тут еще можно подумать?» Опустила Лиза руки, развернулась и покинула спальню. Машинально прошла в кухню, все так же, как была, в пальто. Включила чайник, а потом сразу выключила его. Принялась раскладывать чистую посуду из сушилки. Да что же она делает? Злость вернулась внезапно, и чашка полетела в стену. Как раз в тот момент она с треском рассыпалась на мелкие осколки, когда Костя вошел в кухню. Слава богу, он уже был одет, хотя бы снизу. Если бы вошел голый... За себя Лиза сейчас плохо ручалась, и под рукой имелся нож. Разгуливать голышом по квартире Костя ох как любил. «С ума спятила! Ты чуть в меня не попала!» «Не попала же? Очень жаль!» — выплюнула Лиза. И его она любила больше жизни? Сейчас, глядя на этого мужчину, Лиза с ужасом осознавала, что возненавидеть можно в один миг. Костю она ненавидела так же люто, как еще несколько минут назад любила. «Лиза, давай спокойно поговорим». «О чем? О чем нам с тобой разговаривать? Может, ты хочешь объяснить мне, чем только что занимался? Или рассказать, когда перестал считать меня своей женой?» «Не говори ерунды», — скривился Костя. «Ничего я не переставал, а это недоразумение». «С этим недоразумением ты только что занимался любовью. Или это была галлюцинация, моя личная?» Горько усмехнулась Лиза. «Нет, дорогой, галлюцинациями я не страдаю, и к твоему огорчению совершенно здорова». «Это было, Лизка, но это ничего не значит». «Что?» Он посмел перейти на тот особенный игривый тон, какой позволял себе с ней только в минуты особой близости? Немного грубоватый, даже порой отдающий пошлятинкой, но неизменно ласковый, такой любимый когда-то.
Лиза сморгнула слезы, что выступили внезапно на глазах. Она хотела разрыдаться в голос и не могла себе этого позволить. Сейчас ее переполняло горе и чувство утраты. Только что она потеряла что-то настолько большое, потеря чего сделала ее жизнь пустой и бессмысленной. «Костя, я все видела своими глазами», — вздохнула Лиза и опустилась на табурет. Жарко стало нестерпимо. По спине скатилась струйка пота. Надо было снять пальто, но и на это не осталось сил. «Как ты мог так поступить со мной?» Посмотрела она на мужа, понимая, что больше не станет считать его таковым. Что бы он ни сказал сейчас в собственное оправдание, какие бы свои версии событий ни придумал, факт измены останется с ней на всю оставшуюся жизнь. И простить ее она не сможет никогда. «Может, ты уже разденешься, и мы поговорим?» Опустился Костя на соседний табурет. В голосе его послышалась не только усталость, но и раздражение. Когда он стал относиться к ней так? Только что? Или случилось это намного раньше? Ведь она всегда считала, что и Костя ее любит не меньше, чем она его. В глубине души Лиза всегда гордилась своим браком и даже нередко любила похвастаться счастьем перед подругами. Да хвасталась, получается. «Костя, очень прошу, уходи!» С мольбой посмотрела на него Лиза. «Не нужны никакие разговоры, все и так понятно. Просто собери вещи и уйди!» Хотела добавить «из моей жизни», но не рискнула, испугалась. Это как пожелать ему смерти, а такого она точно не желала никому. Какое-то время в кухне царила тишина, а Костя о чем-то сосредоточенно думал. Вот сейчас он кивнет и отправится собирать вещи. Ну, а она наконец-то снимет с себя это пальто, в котором уже нечем было дышать, зимнее, и черт дернул ее сегодня надеть его на работу. Середина марта же уже. Но с утра были заморозки, а мерзнуть Лиза не хотела. Да и до работы добираться с пересадками. Господи, о чем она только думает, лишь бы не о главном. «Я не уйду». «Что?» Лизе показалось, что ослышалась. «Что слышала?» Грубо и зло отозвался Костя. «Тебе надо, ты и уходи. Квартира — это наша общая». Вот как? О таком Лиза даже подумать не могла, продолжая считать его настоящим мужчиной. Да, ипотеку за эту квартиру они выплатили в декабре прошлого года. Сделали себе новогодний подарок, закрыв все долги по кредиту. Выплачивали долг в процентном соотношении от их зарплат. У Кости она была раза в 4 больше, соответственно, он и вносил большую часть. Что же получается, что квартира это больше его, чем ее? И если она не может больше не видеть его, не находиться с ним под одной крышей, то уйти должна она? Не говоря ни слова, она встала и покинула кухню. «Куда ты?» — понеслось ей в спину, на что она тоже не обратила внимания. Больше ей не о чем было с ним разговаривать, а вся совместная жизнь на протяжении 3 лет поместилась в один, правда, большой чемодан. Кажется, взяла она все, что могла считать чисто своим в этой квартире. В последний раз огляделась Лиза, стоя в распахнутой двери. «Ну куда ты пойдешь?» Вышел в прихожую Костя. Лиза пыталась рассмотреть на его лице хоть какое-то раскаяние. Быть может, ему стыдно выставлять ее за дверь. Но нет, ничего подобного прочитать не получилось. Он разве что, как и она, хотел поскорее с этим покончить. Взглянув в последний раз в глаза мужа, Лиза захлопнула за собой дверь. И она понятия не имела, что будет делать дальше. Глава 2. «Все бабы дуры. Все. Что Лизка, что Юлька, что другие». Константин с раздражением налил себе чай. Отхлебнул и едва не завыл в голос. Кипяток обжег губы и небо. Блин, довела его Лиза. Закатила истерику, едва не разбила ему голову чашкой.
Не ожидал он от нее подобных выходок. Всегда считал ее разумной женщиной. Но нет, он горько ошибался в жене. А потом эта ненормальная вообще ушла из дома. Интересно, надолго ли? И куда она потащилась с чемоданом? К родителям в другой город точно не поедет. Работа для нее на первом месте. Всегда. Строит карьеру, как она думает. Да какая у нее может быть карьера с такими куриными мозгами? И после этого она удивляется, почему муж завел себе любовницу. Дома надо бывать чаще, хоть иногда уделять мужу внимание. Думает, если приготовила поесть, убралась в квартире, этого хватит, чтобы удержать его рядом? Вот ведь стерва. Забрала все, что можно унести. Не боится надорваться. Ничего, перебесится и приползет обратно. Еще и прощения будет просить. Дура и истеричка, что с нее взять? Звякнула смска. «Лиза?» Быстро, однако, до нее дошло, какую глупость она совершила, хлопнув дверью. Костя посмотрел на экран. Василий Иванович. Ага, Юлька очнулась от шока. Бедняжка, как она испугалась. Вылетела пулей. Могла бы уйти, сохраняя достоинство. Так нет, бежала, как ошпаренная кошка. Выглядел ее побег убого и малодушно. «Козел», — прочитал Костя СМС. «Нормально, он же и козел. Женская логика, что с нее взять?» Перезвонил Юля. Та не ответила, но номер не заблокировала. Значит, только обиделась. Лизе звонить он не будет. Пошла она куда подальше, бешеная. Сама вернется, ей идти некуда. Осколки чашки валялись по всему полу. Костя вздохнул и нехотя собрал их. Не ожидал он такого от Елизаветы, не ожидал. Нервная она. Как он только раньше это не заметил. Нервная, мелочная, недалекая. Налил себе коньяка и выпил залпом. Обожженное небо засаднило. Отвратительное ощущение. На душе было муторно. Потерять за раз любовницу и жену очень неприятно. Костя налил себе еще коньяка, прошел в зал и включил телевизор. Машинально перещелкивал каналы. Взгляд ни на чем не задерживался. Тупые реалити-шоу, тупые сериалы и еще более тупые исполнители тупой попсы. Его все раздражало. Снова позвонил Юльке. Та сбросила вызов. «Малыш, прости меня», — набил он СМС. «Придурок», — получил в ответ. «Все равно люблю тебя. Долго она еще будет ломаться?» Затрезвонил айфон. Звонил Василий Иванович. Не успел Костя ответить на вызов, как на него обрушился шквал обвинений во всех смертных грехах. Юля ругалась и рыдала, рыдала и ругалась. «Твоя овца посмела? Да как ты мог позволить ей? Дура! Козел безвольный! Она тобой вертит, как хочет, а ты дурак!» Костя терпеливо ждал, когда она проорется. Наконец, возмущенные вопли стали затихать. «Прости, зайка!» — нежнейшим голосом проворковал он. «Я же не знал, что Лизка притащится раньше времени!» «Урод!» — оглушил его вопль Юльки. Она уже не рыдала, она была в бешенстве. «Твоя корова оскорбила меня! Ты хоть это понял?» «Не я же тебя оскорбил!» — попытался урезонить любовницу Костя. И тут же получил еще ушат отборной брани. Юлька ругается виртуозно. Правда, до этого он слышал ее ругань только в постели. Это всегда так возбуждает. Да и сейчас он начал невольно заводиться. «Юля, Юля!» — примирительно произнес он, поймав паузу между оскорблениями. «Послушай меня, прошу». Юлька замолчала, очевидно, переводя дух и собираясь с силами. «Говори», — позволила она. «Я люблю тебя», — осторожно начал Костя. И тут же услышал гневное сопение. «Не перебивай, умоляю. Ты же знаешь, я люблю только тебя. Лизка — обычная истеричка».
А раньше ты этого не знал? Саркастически поинтересовалась Юля. Знал, но не предполагал, что до такой степени. Перебила всю посуду, перевернула вверх дном все в доме и хлопнула дверью. Она от тебя ушла? Оживилась Юлька. Она меня мало волнует. Юля, я сейчас вообще не думаю об этом. Ты не представляешь, какой разгром Лизка учинила. Ты права, она бешеная. Пожалуй, не стоит спешить менять шило на мыло. Юлька та еще стерва. «Бедный мой!» — сочувственно произнесла Юлия. «Меня реально трясет», — вздохнул Костя. «И что ты предлагаешь?» — перешла к делу Юлька. «Я к тебе в гости не собираюсь». «Нет, разумеется. Ты перенесла такой стресс. Давай в наш отельчик», — оживился он. «Нам обоим не помешает расслабиться». «Ну, я не знаю», — протянула Юлька. «Ты меня очень обидел, даже оскорбил». «Не я, а Лизка». «Ты меня не защитил», — гнула свое Юлька. «Она меня покалечить могла». Такого Костя не заметил, если честно, но это и не важно. Он не жмот, на свидание приедет с обещанным модным парфюмом. Юлька столько ныла о нем. Ладно, он не обеднеет. «Давай через час», — предложил Костя. «Мне кое-куда заехать надо», — добавил он игриво, давая понять, что Юльку ждет сюрприз. «Ладно», — пропела любовница, — «жду». Если Лизка вернется и не застанет его рвущим на себе волосы от отчаяния, сразу поймет, что повела себя глупо. Пусть подумает над своим идиотским поведением, может, сделает правильные выводы. Однозначно, предаваться печали из-за истерики жены он не собирался. Тем более, что она ввалилась в комнату в самый неподходящий момент. Надо повторить момент и получить удовольствие. Почему женщины не хотят принять, что мужчины полигамны? Это не измена, это естественные потребности мужского организма. Такова природа мужчин. И ничего с этим поделать нельзя. Глава 3. Сильный порыв ветра заставил Лизу плотнее затянуться шарфом. Теперь она даже радовалась своему теплому пальто, в котором еще недавно страдала от жары. День клонился к вечеру и снова подморозило. Ноги скользили по свежей наледи, хоть солнце еще и не спряталось на ночевку. А ведь еще какой-то час назад она была преисполнена романтизма. Сегодня она получила квартальную премию. Специально пораньше отпросилась с работы, чтобы устроить мужу сюрприз, пригласить его в ресторан. С этой ипотекой они не так часто чем-то баловали себя. Старались платить как можно больше, чтобы закрыть кредит. И у них получилось рассчитаться до Нового года. Из-за этого пришлось отказаться от встречи Нового года в шумной компании друзей. Нечем было заплатить за вход. И сегодня Лиза хотела восполнить пробел. Восполнила. Да так, что теперь хоть на стену лезь. Впрочем, стены этой тоже рядом не было. А сама она стояла с чемоданом посреди двора. Куда податься? Вот главный вопрос, который занимал мысли Лизы. Естественно, что больше всего она страдала от боли, вызванной предательством родного человека. Но пока еще она не имеет права предаваться отчаянию. Оно накатит на нее потом. Оставалось надеяться, что к тому времени она найдет себе теплый угол. У нее были деньги. Не очень много, но на гостиницу хватит. Возможно, хватит даже на месяц в гостинице. Но ведь это не решение проблемы. А дальше что? Правда, за этот месяц можно найти себе подходящую квартиру. Ну, а уж зарплаты ее должно хватить, чтобы оплачивать аренду и жить более-менее нормально. Хотя Лиза понятия не имела, сколько стоит арендное жилье. И чтобы выяснить этот вопрос, позвонила по первому же объявлению в интернете. «Что? Это плата за месяц?» Ушам своим не поверила, когда риэлтор назвал ей сумму. «За месяц. А вы бы хотели оплатить сразу несколько месяцев?» Неправильно поняла ее собеседница. «Спасибо, я подумаю», — поторопилась закончить разговор Лиза.
Если столько стоит аренда жилья, то какие же цены на гостиничные номера? Эту информацию Лиза тоже получила через пару минут, и жизненные краски резко потускнели. На месяц в гостинице ей не хватит. И речь не идет о номере люкс. На проживание недели в обычном одноместном номере гостиницы уйдут все ее сбережения. Еще оставались хостелы, куда ее любезно и послала администратор. Но о таком пока даже думать не хотелось. Были у Лизы две закадычные подруги – Галка и Света. Галка сразу отпадала. Жила она с мужем и годовалой дочуркой в малосемейке. Им там только бездомной подруги и не хватает. А вот Света не замужем. Ей Лиза и решилась позвонить. «Светик, привет!» – проговорила она в трубку, борясь со слезами. Жалость к себе накатила совсем уж не вовремя. «И тебе привет, Лизок!» — весело отозвалась Света. «Ты на работе? Какие планы на вечер? 100 лет не виделись. Может, в кафешке посидим и Галку вызвоним?» — затараторила Света, не давая вставить и слова. «Не получится, Свет», — вздохнула Лиза. «Сможешь пустить меня на постой на несколько дней?» «В каком смысле? Ты что, со своим поссорилась?» — проявила подруга чудеса сообразительности. «Поссорилась», — решила не вдаваться Лиза в подробности. «Так пусть он и валит на постой. Наверняка же у него рыло в пуху». «Свет, я уже свалила, а податься некуда». «Ну ты даешь. Слушай, да я бы с радостью». Подруга замялась, а у Лизы засосала под ложечкой. Кажется, это прелюдия к отказу. «В общем, я не одна ночую. Пару дней назад познакомилась с классным парнем, а у него дома мама. Сама понимаешь». «Пару дней назад?» — не сдержала Лиза удивления. «Быстро у вас». «Кажется, это настоящее». Счастливо выдохнула в трубку Света. «Слушай, а может, ты на моей даче пересидишь, пока не помиришься с Костяном?» — осенила ее. «А на работу я как буду добираться?» На даче Светы Лиза не раз бывала. Летом там, конечно, хорошо, но находится дача в 100 километрах от города. И добраться до нее можно только на электричке, которая ходит 2 раза в день. Есть еще такси, конечно, но такими темпами запасы Лизы истощатся быстрее даже, чем за неделю в гостинице. «Ну да, это проблема. Слушай, а топай-ка ты обратно домой. Пусть Костян валит», — снова предложила Света. «Он не свалит, а я к нему не вернусь». «Все так серьезно?» В голосе подруги прозвучала грусть, плакать от которой захотелось только сильнее. «Ладно, Светик, я что-нибудь придумаю», — делано бодро проговорила Лиза и отключилась. А потом призадумалась. Получалось, что путь у нее один — в гостиницу. В этот момент послышался шум тормозов. Во двор лихо завернула ярко-синяя тюнингованная иномарка, которую Лиза сразу же узнала. «О нет, только не он!» — недовольно простонала она вслух. Косте решил нанести визит его компаньон. Глеб Игнатов собственной персоной. Вернее, Глеб этот был хозяином фирмы, в которой у Кости имелся небольшой пакет акций. Но Косте очень хотелось считать себя его компаньоном, кем он и не уставал себя называть. На деле же этот Игнатов был еще тем снобом, и, видно, сегодня случилось что-то из ряда вон, раз решил нанести им визит лично. Обычно этим занималась его секретарша Ирочка, блондинка с ногами от ушей. Пару раз она приезжала к ним домой с поручениями от босса. И, помнится, Лизе тогда не понравилось, какой интерес она вызывает у мужа. Теперь же она подумала, что, может, у него и с этой Ирочкой что-то было. Какая же она дура, что осталась во дворе. Лиза не переставала себя ругать, пока Глеб в развалочку и с усмешкой на губах направлялся в ее сторону. И хотела бы она остаться незамеченной, но и тут ей не повезло. «Решила выгулять свои шмотки?» Еще шире усмехнулся Глеб, кивая на огромный чемодан Лизы. «Какой ты догадливый!» — не сдержала она ответной колкости.
С самого первого взгляда они не взлюбили друг друга. Лиза старалась избегать встреч с ним, но иногда им все равно приходилось пересекаться на каких-нибудь деловых встречах или корпоративах. И каждый раз в душе оставался досадливый осадок, как вот сейчас. «Оригинально», — хмыкнул Глеб. «Нужно взять себя на вооружение. Муж дома?» Первой реакцией стало ответить, что никакой он ей больше не муж. Но Лиза благоразумно промолчала, лишь сообщила. 5 минут назад был дома. Впрочем, она не сомневалась, что Костя и сейчас там. Да и не собирался он выскакивать за ней следом, точно уж не чтобы остановить ее. «Проводишь?» — снова кивнул Глеб на подъезд. «Не заблудишься», — усмехнулась Лиза. «Я недолго, дождись меня». Стал вдруг он серьезным. «Зачем?» — хотелось крикнуть ему в спину, но снова Лиза промолчала. И видеть его серьезным было непривычно. Она не собиралась дожидаться возвращения Глеба. Так получилось само собой. Он действительно не провел и 10 минут в их квартире. А когда вышел из подъезда, то приблизился к ней и взялся за ручку чемодана. «Поехали». «Куда?» — округлила Лиза на него глаза. «Туда, где ты сможешь отдохнуть и помыться». Не сдержал Глеб очередной, так раздражающей ее ухмылки. «Я не...» Но ее он уже не слушал, уверенно катя чемодан к своей машине. Глава 4. «Не сомневался, что ты меня дождешься», — небрежно бросил Глеб. «Соображаешь». «Останови машину», — потребовала Лиза. «Зачем?» — выгнул бровь Глеб. «Могла меня не ждать, тебя никто не держал. А раз села ко мне, так сиди и не чирикай». «Останови машину», — снова потребовала Лиза, понимая, что ведет себя как последняя идиотка. Он резко нажал на тормоза. «Остановил. Дальше что?» Лиза выскочила из автомобиля, подбежала к багажнику и попыталась открыть его. Подергала несколько раз. Ничего не получилось. «Открой немедленно, я чемодан заберу!» — закричала она. Никакой реакции. Лиза подошла к водительской двери, постучала костяшками пальцев по стеклу. Оно медленно опустилось вниз. «Ты еще здесь?» — делано удивился Глеб. «Открой багажник!» — в очередной раз потребовала Лиза. «Зачем?» — нагло ухмыльнулся он в ответ. «Отдай мой чемодан!» «Ах, чемодан!» — протянул Глеб. «Да, чемодан тебе жизненно необходим. Я об этом как-то не подумал». «Я жду», — сложила руки на груди Лиза. «Я тоже», — кивнул Глеб. «Чего?» — не поняла Лиза. «Когда ты успокоишься и вернешься в машину, не валяй дурака. Идти тебе некуда. Или в хостел собираешься? Тогда я тебе искренне сочувствую. Но могу подвезти, раз уж твой чемодан все равно у меня в багажнике. Садись», — кивнул он на пассажирское сиденье. Лиза поняла, что спорить глупо. Глеб прав, к ее великому сожалению. «Ну что, в приют для бомжей или в мою квартиру?» — поинтересовался Игнатов, когда Лиза уселась рядом с ним. «Но если только ты попробуешь...» — строго начала Лиза. «Приставать, что ли? Я к прислуге не пристаю», — усмехнулся Глеб. «К прислуге?» Лиза не поверила собственным ушам. «А ты думала, я тебя в любовницы возьму?» — расхохотался Глеб. «Ну и самомнение у тебя. Нет, милая моя, только прислугой. Мне нравится, как ты готовишь. Всегда завидовал Костику. Вот и будешь у меня поварихой. Домработница у меня золото, но готовит отвратительно». «Я работаю, между прочим», — напомнила Лиза. «Знаю, но подать мне завтрак и приготовить ужин вполне сможешь. Я на работу ухожу раньше тебя и прихожу поздно. Так что отлично справишься. Иногда надо будет накрыть стол для моих друзей. Вот и вся работа. А я тебе, только представь, еще и платить за это буду». «Сколько?» — поинтересовалась Лиза. «Вот это деловой разговор. Обсудим все у меня». «И где же я буду жить у тебя дома? В каморке под лестницей?»
— хмыкнула Лиза. «У меня есть комната для прислуги. Просторная, с собственным совмещенным санузлом». «Мне надо посмотреть и подумать». «Посмотришь сейчас. Подумать сможешь в течение 5 минут после оценки условий проживания. Я делаю тебе одолжение. Цени, второй раз не предложу. Твои закидоны меня пока забавляют, но когда станешь на меня работать, я подобных выходок не потерплю». Лиза ничего не ответила. Глеб прав на 100%. Он нанимает ее, и она может или согласиться, или топать на ночь, глядя в хостел. Пятиэтажный элитный дом притаился внутри квартала в центре города. Большой двор с голубыми елями при въезде, подземная парковка, всего один подъезд. Глеб достал из багажника чемодан. «Лифт тут», — кивнул он на темно-серые двери. «Сейчас тебя с консьержем познакомлю, чтобы в дом запускал». «Но я еще не решила», — напомнила Лиза. Похоже, ее ответ не интересовал Глеба. В холле консьерж расплылся в любезной улыбке. «Добрый вечер, Глеб Станиславович». «Добрый», — кивнул ему Глеб. «Это Елизавета, моя вторая домработница. Будет жить у меня». «Понял», — коротко кивнул консьерж и скользнул по ней взглядом. В нем Лиза не уловила ни заинтересованности, ни пошлого любопытства. Лифт распахнул свои зеркальные двери и бесшумно поднял их на верхний этаж. Они сразу оказались в холле квартиры. «У тебя персональный лифт?» – удивилась Лиза. «Разумеется». Глеб снял пальто. «Чего ждешь? Раздевайся. Пальто вешай сюда». Кивнул он на шкаф. «Пойдем, покажу, что и где». На первом этаже расположились гостиная, столовая, кухня и гостевой санузел. Широкая лестница из хромированного металла и стекла вела на второй этаж. «Моя спальня», — кивнул на одну из дверей Глеб и открыл ее, пропуская Лизу вперед. «Чего я там не видела?» — сердито спросила она. «А кофе ты мне куда подавать будешь?» — хмыкнул Глеб. «Я люблю пить кофе в постели». «Я еще не решила, буду у тебя работать или нет». «Тогда зачем приволокла ко мне в дом чемодан?» — язвительно поинтересовался Глеб. И, не дождавшись ответа, повел Лизу дальше. «Тут кабинет, тут санузел, гостевая комната. Это второй выход из квартиры. На черную лестницу, так сказать. Твоя комната это». Глеб толкнул дверь, пропуская вперед Лизу. Все как обещал. Лиза обвела комнату взглядом. Широкая кровать, шкаф, стол, небольшой телевизор на стене. Похоже на номер в отеле среднего уровня. Окно выходит во двор. Гостевая парковка не слишком порадовала ее взгляд. Белая дверь с узким тонированным стеклом вела в санузел. «Ну?» — поторопил ее Глеб. «Сойдет», — небрежно кивнула Лиза. «И это твое спасибо за то, что я подобрал тебя на улице?» Язвительно хмыкнул он. «О, мой благодетель!» Лиза молитвенно сложила руки и отвесила глубокий поклон. «Моя благодарность переполняет все мое существо. Отныне я предана тебе, как последняя собака». «Это что ли ты хочешь услышать?» Взглянула она на него. От собственного фиглярства самой же стало тошно. «Просто спасибо меня вполне удовлетворило бы», — пожал плечами Глеб. «Хорошо, спасибо. Может, он и прав, но кто знает, во что выльется их сотрудничество. Или как назвать то, чем должна заниматься Лиза в его роскошной квартире». Глава 5. Как быстро все в жизни меняется. Именно на эту тему размышляла Лиза, лежа в огромной кровати в комнате для прислуги, в доме того, кого даже отдаленно не считала приятелем. Еще вчера она была счастлива и строила планы на будущее. Костя, конечно, не идеал мужчины, но она его любила и верила ему. Да и он был хорошим мужем. Что же получается, что таковым он только притворялся? Ведь хороший муж не приведет любовницу в свой дом, не будет заниматься с ней сексом в кровати, где спит с женой. И как давно он так себя ведет? Вот главный вопрос.
Хотя какая разница? Один раз он так поступил с ней, или забава его носит постоянный характер. Сути это точно не меняет, и Костя ей не верен. Отговорки, что мужчина полигамен в отличие от женщины, Лиза всегда считала глупыми и даже пошлыми. Такие мужчины не должны связывать себя и узами брака. Ну, как тот же Глеб Игнатов. Но вот зачем она подумала о нем? Чтобы окончательно испортить себе и без того дерьмовое настроение? И еще один вопрос не давал Лизе покоя. Зачем она согласилась поехать в дом Глеба? Что ее к этому подтолкнуло? Уж точно непривычно хамское отношение со стороны хозяина дома. Страх, неизвестность, слабое оправдание для собственной глупости, как ни крути. Есть хотелось ужасно. Последний раз она ела в обеденный перерыв, когда они со Светой пошли в кафешку. С тех пор во рту не было маковой росинки. Она и спать решила лечь рано, чтобы побороть чувство голода. Но именно оно и мешало заснуть. Ну, еще и куча всяких мыслей. А почему, собственно, она не может отправиться на кухню и соорудить себе что-нибудь съестное? Игнатова дома нет, и он ясно дал понять, что вернется поздно. Кухня полностью в ее распоряжении. Ну а поесть можно и здесь, чтобы, не дай бог, не столкнуться лбами с хозяином квартиры. Лиза решительно встала с кровати и накинула пеньюар. Взгляд случайно упал на зеркало, и на несколько минут она застыла перед собственным отражением. А ведь этот комплект из короткой сорочки на бретельках и воздушной накидки в пол она покупала не просто так. Хотела подарить мужу особенный романтик в годовщину их свадьбы. Какой-то месяц назад они отметили 3 года совместной жизни, а сегодня уже не было их. А все то, что пережили вместе, осталось в прошлом. Не верилось, что все могло так быстро перемениться. Но еще одно Лиза понимала отчетливо. К Косте она больше не вернется. Даже если уговаривать ее, он будет на коленях. Последняя мысль вызвала усмешку. Чтобы Костя, да на коленях. Для этого он слишком гордый. Да и не нужно ей это. В навороченной кухне царил идеальный порядок. А холодильник изумил ассортиментом. Чего там только не было. И несколько видов колбасных изделий. И всякий разный сыр. Свежие овощи, руккола. Какие-то банки, бутылки с названиями, каких Лиза раньше и не встречала. Она решила не тратить время на изучение содержимого холодильника, а соорудить себе по-быстрому салат и бутерброды. Вкусно и сытно, все как она любит. Закон подлости всегда работает. В этом Лиза убедилась, когда заправляла салат оливковым маслом. Бутерброды уже тоже лежали на тарелке и ждали, когда она отнесет их в свою комнату. Именно в этот момент ее уединение и было нарушено. «Чревоугодничаешь на ночь глядя?» — повел носом Глеб, распахнув дверь. Сделал он это резко и шумно. От неожиданности у Лизы выпала из рук ложка. Как он вернулся домой, она не слышала. «Проголодалась», — буркнула она, не глядя на него. А сердце продолжало усиленно биться от испуга. «Меня накормишь?» Приблизился он к столу и выхватил из миски ломтик помидора. Прямо пальцами. «Я готовила на себя одну», — возмутилась Лиза. «Ты бы хоть руки помыл». «Прямо сейчас это и сделаю». В развалку направился он к раковине, где и вымыл руки, вместо мыла использовав средство для мытья посуды. «Пещерный житель», — не сдержала Лиза презрительной усмешки, составляя тарелки на поднос. «И куда это ты, позволю знать?» — поинтересовался Глеб, когда она взяла поднос и собиралась выйти из кухни. «В комнату для прислуги, куда же еще?» — замерла Лиза с подносом. Как же ей хотелось поскорее сбежать от него. Осознавала она и то, что выглядит не совсем прилично. Для глаз постороннего мужчины ее спальный комплект совсем не годился. Слишком откровенным и прозрачным он был, как и покупался с определенной целью.
И все это не укрылось от глаз Игнатова. Лиза заметила взгляд, каким он ее окинул. «А это ты правильно заметила!» Сильнее обычного растянул он слова. И на губах его заиграла так ненавистная ей ухмылочка. «Прислуги! А вот моей просьбы ты, кажется, не услышала». «Все я слышала прекрасно», — развернулась к нему Лиза лицом. «Ешь!» — с шумом опустила она поднос на стол. «Приятного аппетита!» — схватила она с тарелки бутерброд. «Это я возьму себе!» Выскочила за дверь под оглушительный смех хозяина квартиры. «Идиот! Чтоб ты подавился!» — чертыхалась про себя Лиза, торопясь скрыться в своей комнате. И так обидно ей было до слез. Но почему он приперся настолько не вовремя? Что помешало ему задержаться еще на каких-нибудь 20 минут? Все тот же закон подлости? Сидя на кровати, Лиза откусывала от самого вкусного бутерброда в ее жизни по малюсеньким кусочкам, желая продлить удовольствие. И она в волю решила жалеть себя, проливая горючие слезы. Один раз она может позволить себе быть слабой. Только сегодня. А завтра она постарается начать новую жизнь, в которой не будет места ни слабости, ни мужчинам. Хватит с нее. В семью она наигралась, как и в самопожертвование. Отныне она станет жить для себя и ради себя любимой. Глава 6. Будильник звонил на удивление навязчиво и как никогда противно. Лиза пошарила рукой на прикроватной тумбочке, пытаясь нащупать мобильник и заткнуть мерзкий дребезжащий звук. Мобильник грохнулся на пол. Лиза с досадой открыла глаза и не сразу поняла, где находится. Но уже через мгновение воспоминания накрыли ее, и на душе стало пусто и неуютно. С сегодняшнего дня она прислуга по совместительству. Вернее, со вчерашнего вечера. И ей надо пошевеливаться. Или послать этого нахала Глеба куда подальше вместе с его закидонами? Отличная идея, а главное, жутко умная. И куда она подастся? В хостел? Да у нее и на приличный хостел денег не хватит. Лиза натянула на себя привычную домашнюю одежду. Комплект из футболки и шорт. То, что носила, когда состояла в счастливом браке. И обреченно поплелась на кухню. Открыла холодильник, порылась в нем и сообразила, что понятия не имеет, что ест на завтрак ее новый работодатель. Пришлось возвращаться наверх. Подошла к двери его спальни, стукнула пару раз костяшками в косяк. «Войдите», — официальным голосом отозвался Глеб, словно секретарша отвечает. «Что есть будешь?» — просунула голову в дверь Лиза. Господин уже изволил встать с постели, принять душ и теперь вытирал голову махровым полотенцем. Длинный халат цвета красного вина придавал ему вид настоящего помещика. «Доброе утро где?» — поинтересовался барин. «Простите, ваша милость, утро доброе. Дворовая девка Лиска хочет знать, что вы изволите выкушать на завтрак. Перепелов не нашла, шампанского тоже. Омлет и кофе устроят?» «Омлет с ветчиной и зеленью, 2 гренки на оливковом масле», — распорядился помещик. «Кофе ты умеешь варить?» «Да, научена прежним барином». «Ты, может, целиком в комнату войдешь или боишься меня?» — усмехнулся Глеб. «Мне завтрак тебе готовить надо, некогда лясы точить», — отрезала Лиза и захлопнула дверь. «Нахал! Нет, чтобы по-человечески объяснить, что он привык жрать по утрам. Так нет, доброе утро ему подавай, гренки на оливковом масле. Буржуй!» Завтрак Лиза приготовила быстро. Сразу и Глебу, и себе. Не успела она снять кофе с плиты, как в кухне появился Глеб. Все в том же халате. Оценивающий посмотрел на сервировку. «Вижу, Костян тебя хорошо вымуштровал», — одобрительно хмыкнул он, садясь за стол. Для Кости Лиза накрывала на стол с душой, чтобы порадовать мужа. Никогда он ее не муштровал. Она сама старалась ему угодить.
Лиза забрала тарелку у Глеба, вывалила ее содержимое на сковородку, шмякнула перед ним подставку под горячее и сверху водрузила сковороду с омлетом. «Так лучше?» — услужливо поинтересовалась она. «Да», — протянул Глеб, — «характерец у тебя кошмарный. Не боишься, что я тебя отсюда вышвырну?» Пожалуй, она перегнула палку, но замечания Глеба вывели ее из себя. «Иди-ка ты, собирай вещички, мне нервы на работе треплют по полной». Глеб вернул сковороду на плиту и направился к выходу. «Подожди!» — крикнула ему в спину Лиза. «Прости, глупо получилось». «Неужели я это слышу?» — оглянулся через плечо Глеб. «Ты у меня прощения просишь?» «Да», — потупилась Лиза. «Повела себя как дура. Но ты зря сказал, что Костя меня выдрессировал. Я не обезьяна и не цирковая собачка». «Во-первых, я сказал, не выдрессировал, а вымуштровал. Это разные вещи. Во-вторых, не забывай, что ты всего лишь прислуга. Я тебе плачу, ты работаешь. Не нравится — не держу». «Хорошо, поняла. Но давай тогда придем к соглашению. Я работаю на тебя, а ты...» «Нет, дорогая, никаких соглашений не будет. Мой дом — мои правила. Ясно?» «Значит, ты оставляешь за собой право...» — начала Лиза, но Глеб прервал ее. «Мне на работу пора. Дискуссию продолжим вечером, если у меня будет настроение. Вернусь поздно. На ужин я хочу запеченную рыбу. Умеешь?» «Да». Лиза решила, что будет отныне держать язык за зубами и отвечать на все вопросы и требования Глеба коротко и односложно. «Соус бешамель к ней сделать сможешь?» «Да». «Рыбу купи по дороге домой. Рядом есть магазин «Каракатица». Там продают свежую. Найдешь?» «Да». «Хорошо. Садись, ешь». Глеб пил кофе. Немного подумал и взял круассан. Есть при нем омлет Лизе было неудобно. Он же остался голодным. Она отдала свою тарелку ему. «Я не ела». «Видел», — кивнул он и принялся за омлет. Лиза взяла сковородку и отлично поела с нее. И чего Глеб кабенится? Хотя в глубине души отлично понимала. Неправильно повела себя именно она. «Кофе вполне приличный», — одобрительно кивнул Глеб. «Хорошо сварила. Кстати, шорты тебе очень идут». Лиза молча ела омлет и старалась не смотреть на Глеба. «Ты что, в рот кофе набрала?» — хмыкнул он. «Нет», — ответила Лиза. «Понятно, обиделась». «Нет». «Понял», — он встал из-за стола. «Аванс переведу в обед. Продукты теперь тоже будешь покупать ты. А тут домработница вечно берет не то. Вечером расскажу, что я предпочитаю употреблять в пищу». Расплылся в самодовольной улыбке Глеб. «Машину можешь парковать рядом с моей. Я предупрежу охранника». «У меня нет машины», — буркнула Лиза. «А как же ты на работу ездишь, продукты покупаешь?» Искренне удивился Глеб. «На общественном транспорте, как же еще?» Саркастически ответила Лиза. «Права есть?» «Да». «А машины почему нет?» «Продали, чтобы ипотеку побыстрее погасить», — призналась Лиза. «Значит, опыт вождения есть?» «Да, 3 года». «Погоди». Глеб подошел к буфету с парадной фарфоровой посудой. Порылся в одном из ящиков. «Вот». Кинул он ей ключи. «Машина маленькая, не новая, разумеется. Держу на всякий случай для обслуживающего персонала. Но Ирина Михайловна машину не водит, а тебе подойдет. Пользуйся». Глава 7. «И где эта чертова машина? Хоть бы марку сказал, ну или цвет на крайний случай. А еще лучше номер». Лиза стояла на подземной парковке и крутила головой в разные стороны, пока не догадалась нажать на кнопку на брелоке сигнализации. И тут же рядом звонко отозвалась белая иномарка. Это ей повезло, что машинка оказалась рядом, а не где-то в недрах парковки. «Какая же ты старушка!» — любовно погладила Лиза капот машины. «Да ей же 2 года от силы. Больше подходит фраза «почти новая», чем, как там он сказал,
Не новая? Но у буржуев свои заскоки. Это понятно. Машина была очень чистой. Внутри пахло ароматизатором и полиролью. Лиза удобно разместилась на водительском сиденье, подогнала под себя кресло, ослабила шарф и с удовольствием положила руки на руль. Сколько же она уже не водила? С полгода, получается, когда они с Костей продали ее машину. На семейном совете так порешили, что именно она может добираться на работу и с работы на городском транспорте. И не потому, что она работала ближе к дому. Нет, потому что Костя обещал ее отвозить и забирать. В итоге, если он пару раз отвез ее на работу, это хорошо. А не встретил и вовсе ни разу. Потому что всегда заканчивал работать позднее нее. Сейчас Лиза понимала, что все это были лишь отговорки. «Я буду звать тебя Снежинка. Ты не против?» — улыбнулась Лиза, впервые испытав к Глебу что-то похожее на благодарность. А еще с утра валил снег. Такой же белый, как машина. И именно он натолкнул ее на это прозвище. Ее машину, которую они продали, она звала Королевой. Правильно говорят, что невозможно разучиться управлять автомобилем. Как только завела двигатель, так сразу же начала действовать на автомате. Ну и пока добиралась до работы, Лиза поняла, что машина не только почти новая, но и в отличном состоянии. А вот и то место, где она может быть самой собой. Офисная высотка, в которой на 8-м этаже находится их рекламное агентство. Работала там Лиза всего 2 года, но уже привыкла к коллективу и руководству. И ей нравилось то, чем она занималась, хоть порой работы наваливалось и довольно много. Приходилось даже брать на дом. Но не зря же она закончила факультет маркетинга и пока еще считалась редким дипломированным специалистом. Правда, эта отрасль развивалась семимильными шагами. И совсем скоро конкуренция среди пиар-менеджеров будет очень большой. «Лизка, привет!» — догнала ее Света и взяла под руку. Как раз и лифт подъехал, куда и втиснулось народу больше допустимой грузоподъемности. Но даже лифт у них был особенный. Вез столько, сколько было желающих. «Куда несешься? Рано же еще!» — проворчала подруга, распихивая для них локтями пассажиров лифта. «Лучше раньше, чем опоздать», — отозвалась Лиза, зная, как не любит их начальник, когда опаздывают. Не любила этого и она. Просто не в ее характере было куда-то опаздывать. И собираться она всегда начинала заранее, а потом торопила Костю. Он, напротив, никогда никуда не спешил. И отговорка у него была дежурная. «Не на пожар торопимся». Иногда они даже ссорились по этому поводу. И, как сейчас Лиза осознавала, таких несостыковок у них было много. Раньше она оправдывала это тем, что противоположности притягиваются. Сейчас понимала, как сильно ошибалась. «Фу, опять этот улей!» Так Света называла их творческий отдел, в котором трудилось 12 человек. И утро в их отделе больше напоминало место тусовки. Сюда стекались все сотрудники других отделов по самым разным вопросам. Но так было заведено, что все решалось у них. И даже в это время, когда до рабочего дня оставалось еще минут 20, их отдел действительно гудел, как улей. Но Лизе и это нравилось в ее работе. Они со Светой успели выпить кофе перед началом рабочего дня. Но едва Лиза погрузилась в новые рекламные наработки, как ее пригласил к себе шеф. «Интересно, зачем я ему понадобилась?» С удивлением посмотрела Лиза на Свету. Трудились они за соседними столами, а офисных перегородок в их отделе не было. «Не знаю», — пожала подруга плечами. Пока шла по коридору, Лиза ловила себя на мысли, что волнуется. И виной тому были плохие предчувствия. Ведь если бы шеф пригласил ее по рабочему вопросу, то велел бы прихватить с собой хоть какие-то документы. А тут просто зайди и все. «Проходи, Ласточкина, садись», — махнул ей шеф рукой, окидывая хмурым взглядом. Смотрел так он на нее тоже впервые. Между ними, конечно, никогда не было особой симпатии,
но и взаимных претензий тоже. И работой Лизы шеф всегда был доволен, а косяки за ней и не водились. «Тут такое дело!» — шеф замолчал и выглядеть вдруг стал виноватым. «Наши инвесторы решили урезать нам финансирование. Вдвое, представляешь?» — возмущенно фыркнул он. «Нет, а почему?» «Да потому, это не важно. Ласточкина», — словно опомнился он, — «важно то, что мы вынуждены пойти на крайнюю меру и сократить штат». «Что? Вы хотите сказать, что?» Лиза даже не нашла в себе силы выговорить это. О таком она и подумать не могла, как и в страшном сне ей такое не снилось. «Так получается», — развел руками шеф. «Из твоего отдела выбор пал на тебя, Ласточкина». «Но почему? Я же хороший работник». От расстройства на глаза просились слезы. С трудом получалось сдерживаться. И так ей было плохо в этот момент. Но как же так? Почему она? И почему сейчас, когда в ее жизни и так все паршиво? «Работник ты и правда отличный. Но пойми нас правильно. Ты самый молодой сотрудник в отделе. Остальные работают там гораздо дольше». Все, кроме Светы. С ней они вместе устроились в эту компанию. Но почему выбор пал на нее, а не на подругу, Лиза тоже понимала. Со Светой у шефа не очень долго длились отношения. Да и меньше всего она желала ей подобной участи. «Ты не подумай, Ласточкина. Все проведем как положено. Выплатим тебе пособие размером с 2 зарплаты. Пойдешь по сокращению, а не по собственному». Все это Лиза уже слушала вполуха, понимая, что отныне лишилась не только мужа, но и любимой работы. «Можешь не отрабатывать, только в кадрах отметься, что ничего не должна». Поймала она обрывок фразы. «Не отрабатывать?» Удивленно посмотрела на шефа. «Именно, Ласточкина, уволена ты с сегодняшним днем, и я уже подписал приказ о твоем сокращении». Через какое-то время, сидя в машине, Лиза даже не могла вспомнить разговор со Светой. Она только поняла, что подруга была не в курсе грозящего сокращения, и для нее увольнение Лизы стало не менее неприятным сюрпризом. Глава 8. Неожиданно для себя Лиза поняла, что попала в идиотскую ситуацию. Ей некуда пойти. Не торчать же весь день в квартире Глеба. Она сидела за рулем Снежинки и пыталась привести мысли в порядок. То, что ее вот так неожиданно вышибли с работы, лишило ее способности мыслить здраво. Ее в данный момент волновало не то, как найти новую работу, а то, куда пойти прямо сейчас. Не в машине же куковать до вечера. Наконец Лиза смогла стряхнуть оцепенение и с ужасом поняла, что лишилась стабильного заработка. Новую работу за один день не найдешь, особенно такую хорошую, да и любимую. И с таким коллективом, да и руководитель был ничего, они быстро сработались. И не его вина, что именно она попала под сокращение. Это Лиза тоже понимала, как и старалась ни на кого не злиться. Толку злиться? Нет в этом никакого смысла, а для здоровья один вред. Для начала она выехала с парковки своей уже бывшей фирмы и отправилась в центр. Зачем, она и сама не знала. Увидела симпатичную кафешку и решила зайти, выпить чашечку кофе и взбодриться. Сидя в полумраке теплого зала, она тыкала в мобильник, ища подходящую вакансию. Но стандартно везде требовалось резюме. Писать его на мобильнике неудобно, значит, она отложит это до завтра. Наконец, она нашла объявление с телефона и тут же позвонила по нему. Оказалось, просто разводилово. Обещали бешеные деньги, но сначала надо пройти курс обучения за такие же бешеные деньги. Лизе стало нестерпимо грустно. Она попыталась мыслить позитивно. Что хорошо, ей выплатили выходное пособие, 2 месяца она продержится. За это время она обязательно найдет работу, и все у нее будет хорошо. Все будет очень хорошо, кроме одного. Где эти 2 месяца ей торчать? Разумеется, отлично, если она быстро найдет работу, но, судя по всему, быстро не получится.
Во всяком случае, в такую удачу Лиза не верила. Можно погулять, если погода хорошая, можно сходить в кино, в конце концов. Но не весь же день таскаться по городу. Все подруги работают, а она сидит в квартире Глеба, в своей комнате, как полная дура. Ну, может, и не полная, она же ищет работу. Ну, то есть планирует искать. Интересно, что скажет на это Глеб? Лиза допила кофе, не получив от этого ни малейшего удовольствия. А потом, когда и дальше в кафе было находиться невозможно, она поехала на квартиру Глеба. Не успела она выйти из лифта, как в гостиной появилась женщина лет 50 с газовым, а может, это был баллончик с полиролью для мебели? Лиза не разобралась. Баллончиком в руке. Направлен баллончик был на Лизу, а женщина эта выглядела довольно воинственно. «Что надо?» — грозно спросила она. «Я тут живу», — не слишком уверенно пролепетала Лиза. «И работаю. Глеб Станиславович меня на работу взял». «А, Лиза!» — подобрела женщина и даже улыбнулась. «Он говорил. Не ожидала, что ты такая молодая и модная. На повара мало похожа», — констатировала она. «Я Ирина Юрьевна, домработница». «Очень приятно», — смутилась Лиза. Она понятия не имела, как ей вести себя с домработницей. Молча скинула сапоги, убрала пальто в шкаф. «Может, вам помочь надо?» — не слишком уверенно поинтересовалась. «Нет, мне даны инструкции. Тебя к работе по дому не привлекать. На тебе только готовка и покупка продуктов, бытовой химии и прочего в том же духе. Закупки, в общем». «Кстати, можно было бы в магазин съездить», — поздно сообразила Лиза. «Правда, холодильник в этом доме и так забит под завязку». «Погоди». Ирина Юрьевна сходила на кухню, быстро вернулась и протянула Лизе карточку. «Это на расходы по дому. Чеки за каждый поход в магазин будешь отдавать мне. Я тут еще и экономка по совместительству. Не вздумай отсюда себе даже мелочь покупать. Ну, пирожные там, косметику и прочую ерунду. Я за этим слежу строго». «Даже в мыслях не было», — возмутилась Лиза. «Вот и хорошо», — кивнула домработница. «Пока на кухне не появляйся, я там убираю. До ужина времени еще вагон, успеешь все приготовить». Приготовить она успеет, а вот что именно готовить, инструкции ей никто не давал. Лиза поднялась в свою комнату, переоделась. Подумала, что шорты домработница не оценит, и натянула трикотажные домашние брюки. Чем же ей кормить барина? Черт, он же просил запечь рыбу. Про нее-то Лиза и забыла за всеми последними событиями. А что на гарнир? Это они не обговаривали, все получилось очень спонтанно. Тогда Лиза решилась позвонить Глебу. «Что?» — коротко спросил он, не ответив на ее приветствие. «Что ты предпочитаешь на гарнир к рыбе?» — коротко бросила она в трубку. И звонит она не чтобы потрепать языком, а для того, чтобы не выслушивать после его придирки. «У меня совещание», — отрезал он и сбросил вызов. Черт, как-то глупо все получилось. И идиоткой сейчас чувствовала себя она. «А что Глеб Станиславович любит? Ну, есть», — осторожно спросила Лиза, спустившись на кухню. «Вообще он непривередливый», — доверительно сообщила домработница. «Я ему делала жаркое или гуляш, или бефстроганов с гарниром. Рис он не любит, макароны тоже. Гречка, картофель — это самое то. А что он тебе указаний на этот счет не дал?» «Пока нет. Вернее, просил запечь ему рыбу». «Ну вот и запекай», — пожала плечами Ирина Юрьевна. «А на гарнир?» — не отставала Лиза. «Ну, гречку свари», — с раздражением посмотрела на нее домработница. «Я же тебе сказала, что он любит. И не торопись особо, раньше 8 вечера он не приходит. Когда готовка на мне была, я оставляла все на плите и уходила домой. А тебе, похоже, надо будет ему с разварочки готовить». «С разварочки?» Что бы это значило? Но уточнять Лиза не стала. Для себя решила, что это синоним «с пылу с жару».
Как много нюансов возникло неожиданно. Конечно, нанять Лизу было у Глеба спонтанным решением. Он тоже не подумал, какие требования выдвигать к новоявленной поварихе. Тут же возник вопрос, зачем он ее вообще нанял? Из благородных побуждений? Вряд ли. Хочет ощутить себя хозяином жизни? Вот это больше похоже на правду. Досадить Кости у него не получится. У того есть любовница. Что ему до жены? А показать, что Лиза никто, и звать ее никак. Это он может. Только зачем это ему? Ответов на все эти вопросы у Лизы не было. Она решила просто плыть по течению. А для начала написать резюме и разослать во все возможные организации. Где-то ее опыт должен пригодиться. Глава 9. На составление и рассылку резюме много времени Лиза не потратила. Да и вакансий по своему профилю нашла всего ничего. Оставалось надеяться, что хоть один из работодателей откликнется и желательно побыстрее. Правда, это станет только первым этапом. Ну а пока ее ждала поездка в магазин и приготовление ужина для того, кого она, мягко говоря, недолюбливала. Но об этих нюансах она предпочла не думать. Домработница проводила ее заинтересованным взглядом, когда выходила из квартиры. Но отчитываться перед ней Лиза не стала. Уж она ей точно не начальница, и командовать собой всем подряд она не позволит. В супермаркет Лиза поехала не в ближайший, где ассортимент был рассчитан на широкого потребителя, а в элитный, так сказать, где можно было разжиться деликатесами. Ведь рыбу она решила приготовить не простую, а форель. Да еще и по-царски. Она потому и остановила выбор именно на этом блюде, что захотела Игнатову рыбу под соусом бешамель. Ну а форель по-царски совмещала в себе обе составляющие, да еще и с морепродуктами в придачу. На счастье Лизы в магазине имелась охлажденная форель, да еще и не мелкого десятка. Такую рыбешку можно было прикупить одну, запечь и красиво подать на блюде. Вообще она любила готовить из дорогих продуктов. Любила она и устраивать романтические вечера за ужином. Но нравились ей свечи, ажурные салфетки, изысканная сервировка. Еще не так давно она полагала, что и Костя все это любит. Но, как выяснилось, и ее-то он не любил. Да и бог с ним. Становиться несчастной только из-за чьего-то предательства Лиза не собиралась. Она понятия не имела, какой лимит в день ей можно тратить на продукты. Не знала она и сколько денег на карте, что ей вручила Ирина Юрьевна. Но трезво рассудив, пришла к выводу, что хозяин пентхауса в элитной новостройке может позволить себе все самое дорогое. Готовые морепродукты Лиза тоже не стала брать. Знает она прекрасно, что основную часть их составляют кальмары. Для начинки же форели куда как больше подходят мидии и креветки. Но последние не должны быть королевскими. Ну и, конечно же, пармезан. Куда ж без него? На кассе Лиза оставила круглую сумму, не моргнув даже глазом. А по пути домой размышляла на уже ставшую надоевшей тему. Почему она согласилась перекантоваться у Игнатова? Ведь он ей даже не друг. Да что уж там. Он и Косте не друг, и не был таковым никогда. А с ней он только и делает, что тренируется в сарказме. Как и она отвечает ему взаимностью. Так зачем же? Вертя проблему в голове и так, и эдак, Лиза пришла к выводу, что всему виной разумная скупость. Но жалко ей было последние сбережения спускать на гостиницу. Жалко, и все тут. Как раз подвернулся шанс не делать этого. Она никогда не считала себя транжирой, как и излишне скупой тоже не была. Но с детства предпочитала считать деньги, а не сорить ими. Домработницы уже не было, когда Лиза вернулась. И этот факт ее порадовал. И без того было непривычно хозяйничать на чужой кухне, а уж под чьим-то пристальным вниманием и подавно. Время уже давно перевалило за 8, а Глеба все не было. Форель томилась в духовом шкафу на маленьком огне. Гарнир Лиза подогревала дважды, и он снова успел остыть. И сама она дико проголодалась. В конечном итоге она решила больше никого не ждать и поужинать.
с мечтой о запеченной до румяной корочки рыбе, начиненной морепродуктами в сливочном соусе. Да еще и под сыром пармезан. На красивом блюде пришлось распрощаться. После того, как она отрезала себе щедрую порцию, товарный вид кулинарного изыска был нарушен. Зато наелась она от пуза и с чистой совестью отправилась отдыхать. А Игнатов, не маленький, сам сможет о себе позаботиться. Разбудил Лизу звук открывающейся двери, а она и не заметила, как уснула при включенном телевизоре. «Это так ты встречаешь хозяина?» В дверях высился мужской силуэт. В комнате было темно, и лишь телевизор отбрасывал на стены призрачный свет. В первый момент Лиза испугалась и только потом сообразила, где находится и кто нарушил ее покой. «Ты пьян, что ли?» Села она на кровати и подтянула к груди колени. Неукрытая, она замерзла, и сейчас ее бил мелкий озноб. И таки да, Глеб был пьян, как поняла Лиза, когда нетвердой походкой он направился к ней. «Совсем чуть-чуть? А что, не любишь пьяных?» Глумливо поинтересовался он, остановившись возле кровати. «И разве ты не должна ждать моего возвращения?» «А что еще я тебе должна? Встречать с караваем и рушником?» Фыркнула Лиза, но в глубине души испугалась, не зная, чего ждать от него такого. «Да хоть бы и так!» Даже не сел, а упал на кровать. Спасибо, хоть на нее не завалился. «Слушай, поздно уже», — пошарила Лиза рукой по тумбочке в поисках телефона. 11:30, — взглянула она на экран. «И что, хорошие девочки в это время уже спят?» — усмехнулся Игнатов. «Ты ведь хорошая девочка. Почему же тебя Костик такую отпустил?» Наклонился он к ней ближе, опираясь на спинку кровати. Лиза практически оказалась в кольце его рук, запоздала, жалея, что не отползла от него на самый дальний край. «Тебя не касается, почему я ушла от мужа», — судорожно выговорила она и попыталась отодвинуться. «Сиди», — накрыл Глеб ее руку своей. «От тебя вкусно пахнет», — втянул он носом воздух, приближая свое лицо к ее. «Глеб, я хочу спать», — сделала Лиза очередную попытку избавиться от него. Она старалась говорить спокойно, тогда как в душе разрасталась паника. Игнатов вел себя слишком откровенно, даже развязно. Возможно, он привык так обращаться с женщинами, но не с ней же. «Одна? Что одна?» — не поняла она. Да и за какую-то минуту успела передумать о стольком, что основная мысль убежала. «Спать хочешь одна или составить тебе компанию?» «Глеб, ты офигел?» — возмутилась Лиза и сделала то, что хотела сделать сразу, но не рискнула. Она оттолкнула его, да с такой силой, что он чуть не свалился с кровати. «Вали отсюда, оставь меня в покое!» «А ничего, что ты в моем доме?» Тут Лиза и вовсе задохнулась. Глаза заволокло злостью, и она вскочила с кровати. «Да пошел ты!» — выкрикнула в сторону Игнатова и принялась доставать свои вещи из шкафа. «И твой дом тоже пошел куда подальше. Ни минуты тут больше не останусь». Не обращая на него внимания и кипя злостью, она вытащила из шкафа чемодан, распахнула его и принялась кидать вещи сразу туда. За всем этим про Игнатова умудрилась даже забыть. «Угомонись, психичка!» — опустились ей на плечи руки, заставляя замереть. «Не трону я тебя, расслабься, ты вообще не в моем вкусе». Игнатов уже ушел, а Лиза так и продолжала стоять с вещами в руках перед чемоданом, пока не сообразила, что уходить на ночь глядя на самом деле глупо. Но Игнатову она не поверила ни на секунду. Глава 10. И снова противно звонил будильник. Лиза вскочила, как ужаленная. Ночь она провела ужасно, постоянно прислушиваясь, боялась, что Глеб вернется и завалится в ее постель. На этот раз Лиза не рискнула щеголять в шортах и надела домашние брюки.
Кто знает, что на уме у этого нахала после бурной ночи, кроме похмелья. Не стоит сверкать перед ним голыми коленками. Глеб уже сидел за столом, окинул Лизу мрачным взглядом. «А что паранджу не надела, да еще платье до пят? И желательно серого цвета, чтоб уж совсем на тебя смотреть тошно было. Шорты тебе шли, а сейчас как моль, глаза бы мои тебя не видели». «В квартире прохладно», — буркнула Лиза. «Ладно врать, боишься меня». Это был не вопрос, а утверждение. «Еще чего», — фыркнула Лиза. «Я за себя постоять могу. Прохладно, вот и оделась». Вообще-то мог бы и извиниться за вчерашнее хамское поведение, но у него и в мыслях такого нет. «Так прибавь отопление», — мрачно посмотрел на Лизу Глеб. «Или не умеешь? Котел в гладильной комнате. Инструкция там же на стенке висит. Рыба в холодильнике. Можешь не разогревать. На будущее, если я не отзвонился, вечером меня надо ждать. Я вчера сам на кухне возился. Вот и вопрос, нужна ли мне такая прислуга?» Лиза проглотила обидную фразу Глеба, достала из холодильника рыбу, положила на тарелку и начала варить утренний кофе. «Чай буду», — тормознул ее Глеб. «Черный». Лиза отставила турку с кофе и принялась колдовать с чаем. 2 ложки сахара на чашку», — пробурчал Глеб. Она молча выполнила все его указания, подала чай Глебу и доварила кофе себе. Если она решила работать на Глеба, то придется подстраиваться под его капризы. «На ужин приготовь куриный суп, легкий. Сумеешь?» «Сумею», — коротко кивнула Лиза. «Да, похоже, барину плохо, решил на диету сесть». «В упор не помню, что было вечером. Как я вообще добрался до дома?» — признался Глеб, хотя однозначно не обязан был это делать. «Отдельные вспышки сознания и все. Я ничего лишнего тебе не болтал? Вроде мы общались». «Вроде общались», — поджала губы Лиза. «Ты много чего наболтал и чуть не упал на меня». «Не помню. В коридоре?» «На моей постели, я спала уже». «Точно. Меня разозлило, что я есть хочу, а ты спишь. Да, было такое». Глеб наморщил лоб. «Зачем я только так напился?» «Этого я не знаю», — хмыкнула Лиза. Это был риторический вопрос. «Короче, пока я не поужинаю, спать не ложишься. Ясно?» «Да». Однозначно извинений от него ждать не стоит. Глеб пил чай и смотрел в одну точку. «В аптечке в ванной алкопрайм. Принеси, голова раскалывается». «Пить надо меньше», — шепотом произнесла Лиза, но Глеб ее услышал. «Обойдусь без твоих комментариев. Пошевелись!» — прикрикнул он на нее. Лиза поспешила в ванную, но аптечку не нашла. «Надо идти в апартаменты Глеба», — не сразу сообразила она. В спальне Глеба все было вверх дном. Разбросанные вещи, одеяло на полу, покрывало повисло на прикроватной тумбочке. Словно тут ураган прошел. Лиза быстро нашла противопохмельный препарат и поспешила вернуться. Глеб разговаривал по мобильному. «Сегодня не приеду, болею, простыл». Беззастенчиво врал он. Лиза протянула ему таблетку, Глеб завершил разговор, отправил спасительный препарат в рот и запил чаем. «Не задерживаю, можешь ехать на работу». Милостиво отпустил он Лизу, глянув на часы. «Машина в полном твоем распоряжении». «Спасибо, но я сегодня тоже на работу не пойду», — призналась Лиза. «О, решила скрасить мое одиночество? Не нуждаюсь. Тем более одета ты как чучело». «Размечтался», — возмутилась Лиза. «Еще чего, и не надейся. Меня вчера с работы уволили». Вынуждена была добавить она. «За несоответствие занимаемой должности?» — саркастически поинтересовался Глеб. «У нас большое сокращение, и я под него попала. Буду искать новую. И найду», — предупредила она очередное язвительное замечание Глеба. Резюме уже разослала. «Блажен, кто верует», — закивал головой Глеб.
Тебя с руками оторвут, как только ты им предложишь свои бесценные услуги. Но поскольку мы сегодня оба торчим дома, изволь приготовить обед. Куриный суп как раз будет кстати. Я пошел спать. «Когда накрывать на стол?» — поинтересовалась Лиза. В 13:00. Привычкам не стоит изменять. Глеб поднялся из-за стола и слегка пошатнулся. И принеси мне в спальню кувшин с лимонадом. Без сахара. Лимонов не жалей. Он покинул кухню, а Лиза поспешила выполнить приказ. Нарезала лимон, кинула его колечки в кувшин с водой, добавила туда несколько веточек мяты, что достала из морозилки, и поспешила в спальню Глеба, надеясь, что он еще во вполне вменяемом состоянии, а не спит где-нибудь в уголке, не добравшись до постели. Глеб лежал, разметавшись на кровати, лицом вниз. К счастью, трусы на нем все-таки были. Черные, облегающие, судя по белым меандрам на резинке, от Версаче. Обнаженное мускулистое тело притягивало взгляд Лизы. Она бочком обошла кровать, убрала покрывало, которое все еще устилало тумбочку, и поставила на освободившееся место кувшин с лимонадом. «Подожди», — пробормотал Глеб. «Что еще?» Отступила на шаг от кровати Лиза, прикидывая, как проще выскочить из комнаты в случае чего. «Прости, вел себя как свинья. Не обижайся». Лиза ничего не ответила и поспешила к выходу. «Не будь букой», — приподнял Глеб голову. Похоже, далось ему это с неимоверным трудом. «Мир?» «Мир», — почему-то улыбнулась Лиза. «В куриный суп добавь укропа побольше». Голова Глеба упала на подушку, и он погрузился в глубокий сон. Глава 11. Куриный суп так куриный суп. Будет чем занять не только руки, но и голову. Чтобы не думать о грустном. Да и что там его готовить, этот суп? Лиза как раз спустилась в кухню, когда пришла домработница. «Решила посетить тренажерный зал?» — окинула женщина любопытным взглядом Лизу, одетую в леггинсы и длинную футболку. Лиза привыкла ходить так по дому. В такой одежде удобно было заниматься любыми делами. Стиркой, уборкой, готовкой, досужить между делами. И одежда эта не сковывала движений. «Нет, я сегодня дома». «Вот как?» — недовольно изогнула брови Ирина Юрьевна. «Тогда не крутись у меня под ногами. Сегодня я генералю. И в гладильную не суйся. У меня сегодня большая стирка и глажка. А вы тогда не суетесь на кухню. Сегодня я готовлю суп». Не осталась в долгу Лиза. Отношение домработницы не было ей приятно. Женщина строила ее как девочку, каковой она не являлась. Несмотря на определенные обязанности в этом доме, к прислуге она себя не относила. Хоть ничего зазорного в такой работе и не видела. «И еще. Глеб сегодня тоже дома», — добила она домработницу. «А что с ним? Ну вот, придется у него прогенералить завтра», — проворчала она. «Приболел?» Сказав это, Лиза с чистой совестью отправилась готовить обед. Точнее, она достала курицу и поставила ее вариться. Сама пока занялась овощами. А чтобы не слышать звуков уборки, воткнула в уши наушники. Она и дома так любила готовить, под музыку, да погромче. Периодически Лиза доставала наушники из ушей и прислушивалась к звукам в доме. Лишь когда убедилась, что Ирина Юрьевна не планирует вторгаться на ее территорию, решила отдаться музыке целиком. Прибавила громкости, позволив телу плавно двигаться в такт. Кухонный стол стоял возле огромного окна, и панорамный вид с него открывался шикарный. Лиза периодически ловила себя на том, что залипает на всю эту красоту с высоты птичьего полета. Курица уже сварилась и остывала. Бульон получился прозрачный, как слеза, и как любила Лиза. Овощи на суп она все нарезала, а времени оставалось еще вагон. Но и с чистой совестью она решила окунуться в музыку с головой. Позволить себе полностью раствориться в ней. Она танцевала, представляла себя парящей в воздухе над всей этой панорамой, которой не переставала любоваться.
Музыка гремела вокруг, создавая иллюзию полного отрешения от реальности. И как же давно она не двигалась так открыто, откровенно. В какой-то момент Лиза на прыжке развернулась на 180 градусов и тут же замерла, как вкопанная. У двери кухни стоял Глеб и смотрел на нее с какой-то странной улыбкой. Единственное, что успела прочитать Лиза на его лице, прежде чем ее с головой накрыло смущение, было удивление. Он словно не ожидал увидеть ее такой. «Тебя мама не учила, что подглядывать нехорошо?» — пробормотала Лиза, вытаскивая из ушей наушники. Смущение становилось только сильнее под его пристальным взглядом. «Танец с саблями?» — знакомо усмехнулся Игнатов. Немного пошло и грубовато, как делал всегда при ней. И сразу же легче стало дышать. Пусть уж лучше остается самим собой, нежели ведет себя или смотрит непонятно. «Красиво!» Только тут Лиза сообразила, что все время танцевала с ножом в руке. Дикость какая-то. Поспешно положила она тесак на стол. Нож действительно был огромным и мог внушать опасения. И как ее угораздило забыть про него? «А где Ирина Юрьевна?» — сообразила Лиза, что в квартире царит тишина. Мельком глянула на часы и поняла, что увлеклась. Времени оставалось впритык, чтобы приготовить суп к часу. «Я ее домой отправил, она мне мешала спать. Шумела своим пылесосом за дверью». Скривился Глеб, как от головной боли. Впрочем, она на самом деле могла у него болеть. «Так где ты научилась так танцевать?» Занималась когда-то танцами. В далеком детстве, которое сейчас вдруг показалось Лизе чужим. Неужели это она была такой наивной и восторженной девочкой, мечтая посвятить себя танцам, стать великой танцовщицей? А когда подросла, мама с ней серьезно поговорила. Нет, никто не собирался ее отговаривать. Мама просто объяснила, что великими становятся единицы, а все остальные так и остаются на подтанцовке. Ну и Лиза тогда решила, что подобной участи не хочет. «А что там с моим супом?» Недовольно посмотрел Глеб на гору нарезанных овощей. «К часу будет готов», — залила Лиза картофель бульоном и поставила на огонь. Прежде чем заняться разделыванием курицы, повернулась к Игнатову и проговорила, вложив в голос побольше недовольства. «Если, конечно, никто не будет путаться у меня под ногами». «Да больно надо», — фыркнул он, выходя за дверь. «Чтобы не минутой позже». Счел нужным добавить. «Еще и командует тут. Мало того, что подглядывал за ней, так еще и босса из себя корчит. Срочно нужно поставить его на место, в профилактических целях. Подчиняться ему во всем, только потому, что временно обитает в его доме, она точно не собирается». Но, тем не менее, процесс приготовления супа Лиза ускорила по максимуму. Как раз в тот момент, когда она добавляла в суп зелень, а он уже радовал не только запахом, но и наваристым видом, позвонила Галка. «Это правда, что вы с Костей разбежались?» — выдала подруга вместо приветствия. «Ну, правда. А почему я узнаю последнее?» «Гал, ну ты о чем?» — невольно рассмеялась Лиза. «Только Светка и знает. Ну, еще и Игнатов». Это она уже добавила про себя. «И тебя поперли с работы». «А Светка трепло», — в сердцах проговорила Лиза. Все выдала Галке как на духу. Вот же любительница посплетничать. «И об этом я тоже узнала не от тебя», — голосом прокурора заявила Галка. «Слушай, а ты где сейчас?» «Пока остановилась у знакомого». Решила не вдаваться Лиза в подробности. Объяснить, почему живет у Игнатова, она точно не сможет. Она и сама себя все еще не понимала. «А ты сейчас свободна?» — уточнила подруга. «Скоро буду». Накрыла Лиза кастрюлю крышкой и прибавила огня. Ну вот, осталось дать супу закипеть, и он готов. Как раз успела к назначенному времени. «У меня тоже есть немного времени. Лёшка повез Миру к врачу. Давай, может, посидим в нашей кафешке. Расскажешь мне все». Лёшка — муж Галки, а Мира — их дочурка Лапочка. Но и против того, чтобы встретиться с подругой, Лиза ничего не имела. «Давай, через полчаса»,
Прикинула она, сколько ей потребуется времени. Глеб сидел в гостиной, развалившись на диване в расслабленной позе. «Суп готов», — доложилась Лиза. «Так накрывай на стол», — велел он. «А то я от голода сейчас сдохну». «Сам накрывай», — направилась Лиза к лестнице. Времени оставалось в обрез, а еще нужно было переодеться. «У меня дела». «И ты даже не составишь мне компанию?» Понеслось ей в спину. «Какой догадливый», — усмехнулась Лиза, не оборачиваясь. Когда через 10 минут спускалась вниз, готовая к встрече с подругой, Игнатова в гостиной уже не было. Но с кухни доносились характерные звуки. Значит, голод его оказался сильнее вредности. И на том спасибо. Глава 12. Кафе встретило запахом свежей выпечки и ароматом кофе. Галка уже сидела в углу и не спеша лакомилась пирожным. «Привет, ты как?» Сразу перешла к делу Галина. «Привет. Как видишь, не повесилась от тоски, не утопилась и даже не застрелилась». Уселась напротив нее Лиза. «Хорошего мало, но ничего, держусь». «Ты где живешь теперь? Что за знакомый?» Галя облизнула ложечку. «Комнату у него снимаю. У тебя деньги есть? Может, поддержать надо? Я могу». «Спасибо, пока справляюсь. Я выходное пособие получила», — напомнила ей Лиза. «А что за знакомый-то?» — не унималась Галка. «Да так, едва его знаю. Пересекались несколько раз. Просто сдает комнату». Лиза не собиралась рассказывать о своих приключениях. Пока она сама не понимала, как дальше будут развиваться события. Так зачем языком трепать попусту? «Дорого?» — осведомилась любопытная Галка. «Нормально, мне по карману». «А уволили почему?» «Сокращение в фирме». «И выбрали именно тебя». «Многих выбрали, не одну меня». Лиза понимала, что Галка от нее не отстанет. Хорошая у нее подруга, но уж больно любопытная. Пока все не выведает, не успокоится. «Работу уже ищешь?» «Конечно. Резюме разослала еще вчера вечером». «Ой, от этого толку не будет», — махнула рукой подруга. «Тут надо по знакомым искать. С улицы берут неохотно». К столику подошла официантка. Лиза заказала чашку капучино. «А что у вас с Костяном?» — осторожно спросила Гала. «Ну что, изменил он мне. Пошло, грубо, банально». «Так зачем от него уходить?» — не поняла Галка. «Он изменил, пусть и уходит к своей любовнице». «Он никуда не уйдет. Моя доля в квартире мизерная». «Но ты имеешь право жить в ней?» «Имею», — согласилась Лиза. «Но не хочу. Противно». «Может, он еще одумается?» — предложила Галка. «Мужики, они сами не знают, что творят. Сходят налево, потом жалеют. Прощения просят, извиняются». «Мне это не надо. Он мне в душу плюнул. Какие извинения? Ты вообще о чем?» «Он тебя бросил или ты его?» — уточнила Галя. «Он изменил, я ушла. Все, точка в наших отношениях поставлена». Застала этого козла в нашей постели. Костик назвал это недоразумением. «Хорошо, недоразумение, нечего сказать», — вспылила Лиза. И заявил, что никуда не уйдет. Его все устраивает. А меня нет. «Знаешь, оступиться может каждый», — осторожно произнесла Галка. «Я же не оступилась. Даже мысли такой никогда не было. А на меня мужики заглядывались. Но я же замужем, для меня это важно». Но Костику на такие вещи начихать. Есть жена, есть любовница, все отлично. Живет и наслаждается. «В тебе, говорит, обида». «Да», — не стала отрицать Лиза. «Только скорее это не обида, а оскорбление. Короче, хватит говорить об этом козлине. Теперь ты в курсе. Надеюсь, твое любопытство я удовлетворила». «Зря обиделась на меня», — надула губы Галка. «Я же о тебе переживаю. Мы подруги как-никак». «Прости, просто мне на эту тему говорить совсем не хочется. На душе кошки скребут. Что делать толком не знаю. Мозги на место никак поставить не могу», — призналась Лиза. «Я тебя понимаю.
Если чем могу помочь, всегда готова». «Спасибо, дорогая», — улыбнулась Лиза, «но я должна сама с этим справиться». «А мужик, у которого ты комнату снимаешь, молодой? Может, он на тебя глаз положил, поэтому и сдает? Так ты вполне можешь с ним того». «Чего того? Во-первых, мы едва знакомы. Во-вторых, мне это даром не надо. Не до романов мне сейчас». «Так, молодой он или нет?» «Средних лет», — пожала плечами Лиза. Ей не хотелось вдаваться в подробности. «Не старик, уже хорошо. Ты не думала Костику отомстить?» «С первым встречным?» — хмыкнула Лиза. «Сама же говорила, мужики на тебя засматриваются». «А, ну да. Подхожу я к такому знакомому и говорю. Мне тут муж изменил. Не хотите ли со мной того, этого, ну, покувыркаться? Это поднимет мою самооценку. Так, что ли?» «Вечно ты все утрируешь», — обиделась Галка. «Я не о том. Просто тебе не надо ставить на себе крест». «Я и не ставлю. А что, похоже?» — насторожилась Лиза. «Похоже», — сочувственно вздохнула подруга. «Ты вся на нервах. Вид, как у загнанной вороны. Перья в разные стороны, глаза горят». «Умеешь ты поддержать», — рассмеялась Лиза. «Клювом я реально прощелкала. Соглашусь, в твоих словах есть доля правды. Мозги у меня на бекрень, это точно. И нервы не к шуту». Общение с любопытной Галкой, как ни странно, внесло в душу Лизы успокоение, а в мозги ясность. По дороге домой к Глебу Лиза зашла в магазин и купила овощей. Сегодня у них на ужин будет горячий салат. Готовила она его только по праздникам. Но сейчас ей все равно заняться нечем. Можно поколдовать на кухне. Она столкнулась с Глебом на лестнице, когда поднималась к себе. «В следующий раз накрывай на стол и жди, пока я не поем», — остановил ее Глеб. «Уберешь посуду, она все еще ждет тебя на кухне. Или выполняй свои обязанности, или вали отсюда. Мне нужна прислуга, а не своенравная девица. Я тебе не за это плачу». «Хорошо, я поняла». Возразить на требования Глеба Лизе было нечего. «И?» — вопросительно посмотрел он на нее. «Что?» — не поняла Лиза. «Извиниться не хочешь?» «Извини», — буркнула Лиза. «Это мое последнее предупреждение. Не хочешь следовать правилам — не держу. Заруби это себе на носу». «Да». «Приготовь, накрой на стол. Дождись, когда я поем, убери». «Барин, настоящий барин. Но раз он ей платит, его право требовать соблюдения условий их договора». «Хорошо, Глеб», — произнесла Лиза. «Что приготовить на ужин? Есть пожелания?» «На твое усмотрение», — милостиво кивнул барин. «Готовишь ты отлично». Глава 13. Несмотря на некоторое облегчение после разговора с Галкой, на душе Лизы было как-то муторно. И виной тому были советы подруги. Что, если бы ее Лёшка с ней так поступил, привел бы в дом любовницу и кувыркался бы с ней на их супружеском ложе, а Галка их застукала? Простила бы она его, отомстила бы, как советовала Лизе, перепихнувшись все равно с кем, и забыла бы все обиды? Вряд ли. Верно говорят, что давать советы проще, чем самим им следовать. Еще и этот Игнатов строит ее как девочку. Ты должна то, обязана сё. Постоянно указывает ей на место прислуги в своем доме. И зачем она все это терпит, сама не понимает. Лиза лежала на кровати в своей комнате, рассматривала идеально ровный потолок и думала. До ужина еще оставалась куча времени, а приготовить салат она очень быстро. И впрок его не приготовишь, чтобы подать к столу теплым. Если баклажаны остынут, то перестанут быть хрустящими. И плевать ей, что этот салат так любит Костя. Сегодня она будет готовить его даже не для Игнатова, а для себя, чтобы хоть немного поднять себе настроение и вернуть в свою жизнь капельку праздника. По мере довольно мучительных размышлений Лиза пришла к выводу, что как только найдет работу, так сразу же уйдет из этого дома. Ни днем дольше она не станет терпеть унижения от Глеба.
А в том, что он намеренно грубо вел себя с ней, она не сомневалась. Всячески старался показать ей, насколько она ему неприятна. Но так никаких иллюзий на его счет она и не строила. И неприязнь их носила взаимный характер. Зря он так старается, в общем. С приготовлением салата Лиза управилась за полчаса. К нему на стол подала румяные гренки и заварила зеленый чай с жасмином. «И это все?» — недовольно разглядывал Глеб сервировку. «А что тебе еще надо?» — возмутилась Лиза. «Тут одна трава и хлеб, а где мясо?» «Много жрать вечером вредно», — не сдержалась Лиза. «Поговорку слышал про ужин, который нужно отдать врагу? Да и салат с баклажанами довольно сытный». Вздохнула она, понимая, что снова раздражается от его придирок. «Ты куда?» — остановил ее вопрос Глеба, когда собралась уже отправляться в свою комнату. «К себе, куда же еще?» «Забыла, как должна вести себя в этом доме?» «Ах, простите, господин, забыла, что должна присутствовать на вашей трапезе». Вернулась Лиза к столу и вытянулась по стойке смирно. «Да сядь ты уже и составь мне компанию, а то одному есть скучно. Так заведи себе ручную обезьянку, которая будет развлекать тебя за ужином». «А зачем мне обезьянка, если есть ты?» — хмыкнул Глеб. «Слушай, тебе не надоело оттачивать на мне свое остроумие?» Почувствовала Лиза, как в душе поднимается обида. «А тебе не надоело каждый раз выставлять иглы? Ты как та ежиха, честное слово. Садись уже!» Кивнул он на стул напротив него. Спорить и дальше с ним Лиза не собиралась, себе дороже. Хочет он, чтобы она смотрела, как он ест, будет смотреть. Глеб наложил себе пока еще теплого салата и выудил из тарелки ломтик баклажана. Вкусно!» — посмотрел он на нее. «Не пробовал раньше такого». Не дожидаясь приглашения и вспомнив, что готовила салаты для себя тоже, Лиза наполнила им и свою тарелку. Да, получился он очень вкусным, даже вкуснее, чем раньше. И это странно, ведь готовила сегодня она без души, как говорится. «Слушай, а что у вас там с Костяном произошло? Почему он тебя выставил за дверь?» Поинтересовался вдруг Игнатов, накладывая себе салата вторую порцию. «Никто меня никуда не выставлял, и это не твое дело», — отрезала Лиза. Вот уж не ожидала, что он заговорит с ней на эту тему. Глеб, понимающе хмыкнул, но ничего не сказал. Лизе интересно стало, какие он там выводы сделал в своем извращенном уме. Но уточнять она не решилась, чтобы и дальше не развивать эту тему. «А знаешь, дурак твой Костян», — еще через какое-то время выдал Глеб. «Лишился такой ценности». «Ты о чем?» — заинтересованно взглянула на него Лиза. Правда, почти сразу же очень пожалела. Надо было его реплику пропустить мимо ушей. «Ну, ты же идеальная жена, прекрасно готовишь, наверняка дома у тебя порядок и все по полочкам. Ремонт у вас шикарный, обстановка почти дизайнерская. Это ведь ты ко всему приложила руку? Опять же, не споришь с мужем, не закатываешь сцен ревности. Одним словом, дуешь ему в одно место, словно мамочка его». «Зачем ты это все говоришь?» — не сдержалась Лиза. Вот вроде ничего особенного или обидного он не сказал, но сам тон, каким Игнатов рассуждал о ней, казался Лизе обидным до слез. Столько в его голосе было пренебрежения и даже брезгливости, словно быть хорошей женой считалось преступлением против моральных устоев общества. «Глеб, что я тебе сделала плохого? Почему ты ко мне так относишься с первого дня знакомства?» Лиза отчетливо вспомнила, как увидела его впервые. Это было вскоре после их с Костей свадьбы. Компания, в которой он работал, собралась на корпоратив. Они зафрахтовали прогулочный кораблик и вывезли всех сотрудников на небольшой остров, который уже давно стал туристической зоной. Лето, жара, шашлыки. Помнила Лиза, и с каким настроением собиралась на отдых, как наслаждалась прогулкой на кораблике. Организатором отдыха был Костя, и это единственное немного отравляло Лизе праздник. Его почти никогда не было рядом. То нужно было уладить, то сё утрясти.
Возле нее муж оказывался набегами, дарил ей поцелуй и снова уносился по своим организационным вопросам. Но Лиза старалась не отравлять этими мыслями себе отдых. Глеб Игнатов появился, когда все они уже сидели за столом и уплетали вкуснющие шашлыки. Он приплыл на собственном катере. Управлял им тоже сам. На берег сошел весь такой красивый, стильный, в темных очках. Место занял, конечно же, во главе стола. Сейчас Лиза отчетливо осознала, насколько подобострастно засуетился перед Игнатовым ее муж. Тогда она как-то не обратила на это внимания. И Глеб вел себя так, словно он был султаном, а все они — его верные подданные. Да и бог с ним, в конце концов, за все и платил он. Если бы он тогда не повел себя по-хамски именно с ней, возможно, момент знакомства с ним истерся бы из памяти Лизы. «Глеб, хочу представить тебе мою жену Лизу», — подвел ее к начальнику, которого называл не иначе как компаньон, Костя. Игнатов даже и очки не снял, и глаза его продолжали прятаться за темными непроницаемыми стеклами, когда смотрел на Лизу. «Приятно познакомиться». Она протянула ему руку и улыбнулась. Ответного жеста не дождалась, и губы его даже не дрогнули в улыбке. И слишком долго он молчал, рассматривая ее с головы до ног. А взгляд его, почему-то думалось Лизе, был не самым приятным. «Жена?» — повернулся он к Косте, и губы его скривила усмешка. А ей он так ничего и не сказал. «Не знал, что у тебя такая жена». Снова окинул он Лизу взглядом с головы до пят. Что именно тогда имел Игнатов под словом «такая», Лиза так и не поняла, но не сомневалась, что ничего хорошего. Сейчас она вспомнила, как испоганил тогда ей момент знакомства с ним настроение, как резко захотелось домой. Но на том острове она вынуждена была пробыть до самого вечера. Хорошо, хоть Игнатов уехал раньше. Так же, как и прибыл, картинно и на собственном катере. После его отъезда у нее кое-как получилось расслабиться. И с тех пор, каждый раз, когда встречалась с ним, Лиза испытывала отголоски того чувства. Смеси неприязни, опасения и неуверенности. Тем более она не понимала себя, зачем согласилась пожить у него. «Как так?» — уточнил он после паузы. «Ну, как будто я нанесла тебе личное оскорбление, возможно, в прошлой жизни, а твоя нынешняя реинкарнация вдруг вспомнила о той обиде». Попыталась Лиза сформулировать свою мысль как можно точнее. С ответом Глеб не спешил, явно погрузившись в мысли. Лизе даже смешно стало. Надо же, как озадачила она его, в общем-то, простым вопросом. Видно, он и сам не понимал природы своей неприязни. «Ладно, проехали». Встала она из-за стола, думая о другом. Меньше всего ей хотелось устраивать разборки с Игнатовым. Оставалось надеяться, что пробудет она в его доме недолго еще. Ну и нужно было придумать, как коротать вечер. А для начала она решила проверить, не откликнулся ли хоть кто-то из работодателей на ее резюме. Глава 14. Мысли Лизы снова и снова возвращались к Игнатову. Почему он сразу не взлюбил ее? Они же раньше не были знакомы. Обидеть, а уж тем более оскорбить его, она никак не могла. Или они все-таки пересекались? Но где это могло быть? Когда? Нет. Однозначно нет. Она увидела Глеба первый раз на том корпоративе. Лиза проверила почту. На удивление, ей ответили многие. Половина предлагали пройти курсы за ее же деньги, а потом она сразу же станет большим начальником, будет получать бешеную прибыль. Дебилы! С досадой выдохнула Лиза. Только зря время потратила, отправляя им резюме. Как много кругом развода. Зато 2 предложения ее заинтересовали. Зарплата вполне достойная, чуть меньше, чем она получала на прошлой работе. Это немного успокоило Лизу. Значит, все-таки работу найти можно. И, окрыленная радужными мыслями, всю ночь она проспала сном младенца. А на утро встала свежей и бодрой.
За завтраком барин не придирался и даже сказал спасибо. После его ухода Лиза позвонила в отдел по работе с персоналом в первую фирму. И ей предложили прийти пообщаться сегодня. Телефон второй фирмы не ответил. Ну и не беда. Один отклик она уже получила. Оставалось надеяться, что удача ей будет сопутствовать и дальше. Лиза поспешила привести себя в порядок, надела строгий костюм, гладко зачесала и собрала волосы на затылке. Вполне деловая и элегантная молодая женщина. Пришла она к выводу, разглядывая себя в зеркале перед уходом. Первое, что насторожило ее, было то, что офис солидной фирмы располагался в деловом центре, а сам деловой центр был трехэтажный, считая подвал, и стоял в глубине двора, среди старых двухэтажных домов, с пошарпанными фасадами и перекошенными деревянными рамами в окнах. Деловой центр на фоне этого убожества сверкал серыми алюминиевыми панелями и зеркальными стеклами. Но его местоположение выглядело более чем странно. Словно снесли ветхую хибару и на ее месте воткнули новое здание. Серьезный секьюрити пенсионного возраста долго пялился в паспорт Лизы. Потом позвонил куда-то, кашлянул, крякнул и начал медленно заносить данные. Лизы в журнал с пожелтевшими листами. Она словно попала в прошлое. И такой работник, как и его подход, еще сильнее контрастировал с современностью офиса. Фирма оказалась риэлторской конторой, хотя объявление обещало совсем другой профиль. И располагалась контора всего в одной комнате, правда большой и со множеством окон. «Вы готовы с головой окунуться в работу и получать за это хорошие деньги?» Сходу приступила к делу дама, представившаяся менеджером по подбору кадров. «Нет, это не мое», — с досадой отозвалась Лиза. «Неужели так трудно было сразу сказать, чем тут занимаются на самом деле? Только время зря потеряла». «Стоит попробовать», — не отступала дама. «Мы научим, мы окружаем новых сотрудников заботой, растим собственные кадры, расширяемся». Почти все столы в комнате пустовали. Даже канцелярских принадлежностей на них не стояло. Судя по тому, что за столами сидела всего пара человек, расти фирма будет еще очень долго. «Нет, благодарю вас». Лиза поспешила покинуть комнату. Даже офисом назвать это помещение язык не поворачивался. Она уже вовсю предавалась расстройству, когда неожиданно позвонили из второй фирмы. «Вы, случайно, не риэлторы?» Первым делом поинтересовалась Лиза. «Нет», — заверил ее приятный мужской голос. «И сетевой маркетинг предлагать не будете?» Не отступала она. «Не будем». «А чем конкретно вы занимаетесь?» Осторожно осведомилась Лиза. «Приезжайте на собеседование и все обсудим на месте». Это не слишком обнадеживало. Раз не хотят говорить, чем занимаются, скорее всего, очередное разводилово. Но время у нее есть, почему бы и не пообщаться? Вдруг повезет. Хотя вряд ли. Мелькнула здравая, хоть и пессимистичная мысль. Вторая фирма расположилась во вполне приличном здании, тоже в центре города. Занимала она весь первый этаж, и комнат было много. А народ сновал по коридору с очень даже деловым и занятым видом. Название «Роза ветров» наводило на мысль о турфирме почему-то. «Продажа вентиляторов и кондиционеров», — обрадовал ее замглавы фирмы. «Заключаем договора, находим подходящих поставщиков, готовых взяться за изготовление требуемых приборов». «Посредники, значит?» — уточнила Лиза. «Нет», — обиделся импозантный мужчина. «Мы подбираем приборы по требуемым параметрам. Работаем с заводами напрямую». «Может, и не посредники, но что-то очень похожее». «А какова будет моя задача?» — уточнила Лиза. «Заключение и подписание договоров». «Эти договора кто составляет?» «У нас с этим работает целый отдел». «А кто их подписывает?» «Я и директор фирмы». Как-то сразу сник зам. «Так какова моя задача?» — правильно поняла его Лиза.
Подписывать договора, когда нас нет на месте. Объем поставок огромен. Мы вынуждены ездить по заводам лично. Понятно, кивнула Лиза. И за сорванные поставки отвечает тот, кто подписала договор. Подвела она итог. Мы не срываем поставки. Попытался обидеться зам. У вас будет свой кабинет, 2 подчиненных и достойная зарплата. Плюс премии. Спасибо, я подумаю. Продолжать беседу дальше она не видела смысла. Основная мысль, невысказанная вслух, была ей понятна. Они будут воровать, а она отвечать, если до этого дойдет дело. Практически криминал в чистом виде. А этого ей точно не нужно. Найти работу оказалось сложнее, чем предполагала Лиза. Она уселась в снежинку и печально вздохнула. Сколько же на свете идиотов, мечтающих найти еще больших идиотов, чтобы обобрать их до нитки. Звонок мобильника прервал ее невеселые мысли. Звонил Глеб. «Вечером у меня гости», — заявил он. «Удиви их и меня. Сможешь?» «Легко». Лиза обрадовалась, что сможет отвлечься и забыть, как бездарно потратила сегодняшний день. «Сколько человек?» 6, включая меня. «Мужчины?» «А что, это важно?» — удивился Глеб. «Разумеется», — фыркнула Лиза. «Готовить поострее или помягче? Делать ли десерт?» «Логично», — хмыкнул на другом конце провода. 3 мужчин и 3 женщины. «Включая тебя?» «Да, и тебя», — ошарашил ее Глеб. «Меня?» — удивилась Лиза. «Я не...» — хотела возразить она, но Глеб уже завершил разговор. Глава 15. С поисками работы она на сегодня пролетела, как картонка над Парижем. И времени на все собеседования ушло всего ничего. Домой Лиза возвращалась все еще утром, хоть уже и не ранним. Звонок Игнатова ее несколько озадачил. И проблема стояла не в том, что нужно накрыть к ужину стол. С этим она точно справится. И для большей компании готовила. Смущал сам факт гостей в его доме и ее присутствие за ужином. Вот зачем это ему? Не лучше будет для всех, если это время она отсидится в комнате. Но перезвонить ему и предложить такой вариант Лиза не рискнула. А вот он позвонил как раз в тот момент, когда подъехала она к супермаркету. «Забыл сказать, что форма одежды парадная», — протянул он в трубку. «Смотря что ты вкладываешь в это понятие», — пробормотала Лиза, выбираясь из машины и спеша в тепло магазина. Снова поднялся ледяной ветер, да еще и снег посыпал с неба. Ну сколько можно, когда уже весна вступит в свои права? То же, что и все. Красивое платье, вечерний макияж. Неужели? А я-то собиралась выйти к столу в спортивном костюме и с маской на лице. Не ерничай, так ты кажешься еще глупее. Да пошел ты, отключилась Лиза. Достал. Вот в натуре достал он ее своими подколками. Даже не пытается общаться с ней нормально. Скорее бы это все закончилось. Еще готовь тут для него и его собутыльников. В супермаркет Лиза ворвалась злая, как фурия. Товар с полок не брала, а хватала, с размаху швыряя в тележку. Нужно было выпустить пар, и у нее это получилось. Правда, с яйцами она решила обойтись деликатнее. Да и при чем тут яйца? Багажник машины загрузила под завязку, а меню она продумала еще раньше. «Ну ты и нагрузилась!» Такими словами встретила ее, выходящую из лифта, домработница. Глеб Станиславович не иначе как прием устраивает. Вот только ее тут и не хватало. В раздражении перехватила Лиза поудобнее пакеты и отправилась на кухню. «Гости вечером будут», — сообщила по пути. «Ну, готовь, готовь», — понеслось ей в спину. «Хорошо, что не мне это делать», — услышала Лиза последнее перед тем, как захлопнула дверь. Потом она неспешно разобрала пакеты, что требовалось, отправила в холод, а остальное оставила на столе дожидаться ее. На переодевание много времени не потратила. По пути на кухню снова встретила Ирину Юрьевну. «А кто будет-то?» — поинтересовалась домработница.
«Понятия не имею», — пожала плечами Лиза. «Мне не докладывались». «А чего такая злая?» — рассмеялась женщина. «Хотя понимаю тебя. Если бы мне пришлось столько готовить, рвала бы и метала. Терпеть не могу этого дела». Отвечать Лиза не стала, снова заперлась в кухне. Пусть думает, что хочет, ее любая версия устроит. Главное, чтобы не мешало готовить. Ее задача — удивить Игнатова. При этом времени на какие-то особые изыски у нее нет. Особые изыски и подходы требуют соответствующего. Ей же нужно приготовить что-нибудь нетрадиционное, не то, что подается на стол каждый день. А трудозатраты должны быть минимальными, как и затраты времени. Именно поэтому из закусок Лиза решила ограничиться канапе с семгой и рулетиками из цукини с рикоттой. На горячее она будет готовить рулет из свинины с овощами и запечет сочную курочку, нашпигованную цветной капустой и морковкой. Отдельно к курице и рулету запечет половинки картофеля под майонезным соусом. Ну и, конечно же, десерт. Куда же без него? Ведь за столом будут дамы. Что ж, отлично подойдет фруктовый салат порционно и банановый пудинг. Ну а кому такое не нравится, тот пусть не ест. Так решила Лиза и приступила к готовке. Все спорилось у нее в руках. В какой-то момент она даже поймала себя на мысли, что забыла, где находится. Казалось, что она снова дома, на своей любимой кухне. Вечером должны прийти гости, и будут они что-то отмечать. Слезы выступили на глазах, когда Лиза осознала, что никогда у нее уже больше такого не будет. И в кухню свою она не вернется, и общих с мужем гостей не пригласит. Как же быстро все изменилось. «Запах такой, что я сейчас сознание потеряю». Заглянула в кухню Ирина Юрьевна, и Лиза незаметно смахнула слезы. Явилась домработница не вовремя, а может и наоборот. Во всяком случае, в ее присутствии Лизе плакать и жалеть себя не хотелось. «А давайте я вас накормлю», — предложила она. «Рулет как раз поспел». «Ой, не откажусь», — обрадовалась женщина. «Я как раз закончила убираться, собиралась вот домой». «Ну вот и поедете сытая», — улыбнулась Лиза. «Слушай, такой вкуснятины я даже в ресторане не ела». Через какое-то время получила она восторженную похвалу. «На здоровье», — скромно отозвалась Лиза. Заготовкой она уже почти закончила. Оставалось доделать десерт и поставить его в холодильник остужаться. Ну и хлеб на канапе она запечет непосредственно перед тем, как подавать на стол, чтобы были они хрустящие. Лиза позволила себе какое-то время побездельничать и просто посидеть. Как бы не любила готовить, все же она устала. А еще нужно было привести себя в порядок. С Ириной Юрьевной они немного поболтали. Потом домработница отправилась домой, а Лиза в душ и одеваться. До прихода Глеба с гостями оставалось совсем ничего времени. Да и он отзвонился как раз когда она вышла из душа, чтобы сообщить, что прибудет через час. За этот час она привела себя в порядок, надела свое самое красивое платье и накрыла на стол. Лифт подъехал, впуская в пентхаус шумную компанию, когда она скептически оглядывала полностью сервированный и накрытый к ужину стол. Лиза обернулась и первыми увидела Костю с той самой блондинкой, с которой кувыркался в их кровати. Глава 16. «Ты рехнулся?» — тихонько прорычала она Глебу, скосив глаза в сторону бывшего и его девицы. «Подыграй мне», — шепнул ей Глеб на ухо, крепко ухватив Лизу за локоть. «С какой стати?» — понизила Лиза голос до зловещего шепота, зачем-то пытаясь улыбаться гостям. Кажется, ее улыбка больше походила на оскал. «Потом объясню». От возмущения и праведного гнева Лиза не могла перевести дух. Она в очередной раз метнула молнии из глаз в сторону Кости. Тот, похоже, тоже не ожидал увидеть тут Лизу. Стоял, раскрыв рот и бессмысленно вращая глазами. Зато его спутница приняла независимый вид. Однозначно, она сразу узнала жену своего любовника.
Лиза скользнула по блондинке презрительным взглядом. Не заслуживает эта курва ее внимания. «Знакомьтесь», — слегка подтолкнул Лизу в спину Глеб и подвел к паре, которую та видела впервые. «Мой партнер по бизнесу Алекс и его жена Ольга. А это Лиза». «Просто Лиза», — усмехнулась она в ответ. «Мне очень приятно. Прошу к столу». Широким жестом пригласила она гостей, стараясь не смотреть на вторую пару. «С другими меня знакомить не надо. Знакома уже», — угрожающе прорычала Глебу, пока гости рассаживались за столом. «Ее Юлия зовут, если что». Так же тихо проговорил Глеб, и в глазах его Лиза подметила искры смеха. «Вот значит как. Его эта ситуация забавляет? Интересно, зачем он устроил весь этот цирк? Неужто только за тем, чтобы позлить ее в очередной раз? Ну так не дождется. Мне начхать, как ее зовут», — отрезала она в ответ, отворачиваясь от Глеба. «И не надо было гостей сразу за стол приглашать», — заметил он. «А что мне с ними еще делать? Не беседы же вести. Пока жуют, хоть молчать будут». Лиза принялась накладывать гостям салаты, не спросив, хотят они этого или нет. Ей срочно нужно было хоть чем-то занять руки. И для начала она навалила солидную горку на тарелку Глебу. «Погоди, погоди!» — попытался он остановить ее. «Куда так много?» Но Лизу уже понесло. «Угощайтесь!» — приговаривала она, наполняя тарелку Алекса. «Мне чуть-чуть!» — попросила Ольга, но Лиза и ей от души навалила салатов. «Вам понравится!» — заверила ее Лиза. «Я мастерица готовить». «Может, перейдем на «ты»?» — предложил Алекс. «Так всем проще будет». «С удовольствием!» — кивнула Лиза. «А ты, Костик, сам себе положи. И своей подруге тоже. И не стесняйся, ты же любишь покушать хорошо. Так что кушай, кушай. Не подавись», — мысленно добавила Лиза. Интересно, на что рассчитывал Глеб, приглашая сюда Костика и эту Юльку? В который раз задалась Лиза вопросом. На грандиозный скандал? Так его не будет? Наверное. Нет, она не опустится до подобной глупости. Она отлично держит себя в руках. Наверное. Пока еще. Глеб разлил по бокалам вино и шампанское. «За успех нашего совместного бизнес-проекта!» — провозгласил он тост. «Ах, вот по какому поводу это застолье. Мог бы и в ресторан пригласить». Но, очевидно, Глеб затеял какую-то игру, и Лизе в ней отведено не последнее место. Зря он так. Надо было ее предупредить. А теперь пусть не жалуется, что все пошло наперекосяк. Очевидно, Алекс не был в курсе того, что Лиза все еще жена Кости. Разговор за столом шел в основном между мужчинами. Лиза время от времени предлагала блюда Алексу, Ольге и Глебу, игнорируя Костика и его пассию. Скоро это заметили не только ее муж с любовницей, а и все остальные. Над столом повисла неловкая тишина. «Мне надо немного поколдовать на кухне», — поднялась Лиза с милой улыбкой. «Несколько минут, и я снова с вами. Глеб, дорогой, поухаживай пока за нашими гостями». Чмокнула она его в щеку и спокойно отправилась на кухню, чеканя шаг. Трудно сказать, кто обалдел больше, Костик или Глеб. Костик поперхнулся салатом и закашлялся, а Глеб от неожиданности замер и вытаращил на Лизу глаза. Ну, что хотел, то и получил. Он ее не предупредил, как надо вести себя. Впредь будет умнее и осмотрительнее. Пока румянился хлеб, Лиза подогрела горячее. Канапе она сделала быстро и сразу подала на стол. Небольшие хрустящие бутерброды улетели под шампанское, как горячие пирожки на морозе. Румяную курочку Лиза красиво разложила на тарелках, украсив зеленью и печеным картофелем. Подала гостям, включая Костика и Юлию. Не могла же она обделить их. А рулет нарезала и выложила на блюдо, водрузив то в центр стола. Пока с обязанностями хозяйки она справлялась на отлично, как определила сама.
Не забыла она и про соус к мясу, которым тоже собственноручно обнесла всех гостей. «Соус особый, тут надо правильно полить мясо», — приговаривала она. Соус из красного вина пах великолепно. А как аппетитно смотрелся... «Ты у меня мастерица на все руки», — погладил ее по спине Глеб. Лиза сердито скосила на него взгляд, но промолчала. Дойдя до Костика, Лиза ойкнула и вылила соус ему на брюки. Аккурат между ног. «Прости, я такая неловкая!» Виновато пожала она плечами, усмехнувшись. Юлия кинулась промокать Костика салфеткой. «Лучше водой», — посоветовала Лиза. «Помочь?» — заботливо осведомилась она. «Снимай штаны, я застираю». «Мы сами справимся», — Костик с трудом сдерживал праведный гнев. Но это он заслужил. Пусть скажет спасибо, что соус был теплый, а не горячий. Лиза добрая, она членовредительством не занимается. Хотя стоило бы. Костик с Юлией проследовали в гладильную комнату. «Мне так жаль!» — весело крикнула им вслед Лиза. «Отбеливатель дать?» Но ее не удостоили ответом. «Так им и надо». А она пока хоть немного подышит свободно, без удушающего присутствия мужа и его любовницы. После ухода пары разговор за столом заметно оживился. Говорили о прекрасной погоде, хвалили Лизину стряпню и грандиозную премьеру нового фильма. Но идиллия длилась недолго. Уже через 10 минут вернулись Костя с подружкой, и брюки мужа выглядели несколько странно. «Может, возьмешь мои джинсы?» — продолжил Глеб. Лиза заметила, что он с трудом сдержал улыбку. «Высохнет», — пробурчал Костя. «Надо быть аккуратнее», — вставила слово Юлия. «Ты так думаешь?» — вскинула брови Лиза, и та тут же стушевалась. Гости не без удовольствия наслаждались горячими блюдами. Лизу хвалили за кулинарное искусство. Разумеется, Костя и Юлька жевали молча. «Мне так приятно, что вам нравится», — ответила на комплименты Лиза. «Мой десерт, думаю, тоже не оставит вас равнодушными. Как вы относитесь к фондю? Горячий расплавленный сыр с белым вином, он булькает в жаропрочном какелоне, клокочет, как лава в вулкане, готов выплеснуть из берегов свою кипящую сущность». На этих словах Костик заметно напрягся. «Нет, не пугайтесь», — выразительно посмотрела на него Лиза. «Фондю будет в другой раз. Сегодня вас ждет банановый пудинг. Нежный и прохладный», — усмехнулась она, отлично понимая, что перегнула палку. «Предлагаю сделать небольшой перерыв между блюдами». Глеб поднялся из-за стола. «Еще немного вина, легкая музыка и непременно танцы», — поддержала его Лиза. Наверное, не стоило это предлагать, но играть так играть, и делать это надо с удовольствием. Глава 17. Лиза украдкой бросила взгляд на Алекса и его спутницу Ольгу. Вроде выглядели они вполне веселыми, а значит, ее поведение их особо не шокирует. Возможно, они ее находят несколько странной, но пусть тогда отнесут это к некоторой эксцентричности ее характера. А вот Костя выглядит все более подавленным, и именно такой реакции Лиза от него и ждала. Пусть этот ужин станет для него пыткой. Он это точно заслужил, как и его любовница, на которую у Лизы смотреть желания не было. Музыка играла в гостиной весь вечер, но когда Лиза предложила потанцевать, Глеб сделал музыку громче. «Не откажешь?» Протянул он ей руку. Конечно же нет, обожаю танцевать. Что было чистой правдой. И ничего, что в любое другое время из всех имеющихся партнеров его она бы выбрала в последнюю очередь. Сегодня ей была навязана другая игра, им же. И теперь пусть страдает вместе с ней. Глеб вывел ее на середину гостиной и одним властным движением прижал к себе. «Нравится тебе или нет, терпи», — шепнул ей на ухо, обдавая то горячим дыханием. «Сама виновата», — коротко усмехнулся.
Сразу же к ним присоединились на импровизированном танцполе Алекс с Ольгой. И лишь Костя с Юлей остались сидеть за столом с кислыми физиономиями. При этом Костя не сводил с Лизы буравящего взгляда. Дырку на ней решил прожечь, не иначе. Но на них она больше не смотрела. Рука Глеба медленно поползла вниз, гораздо ниже талии. «Руки убрал?» – прошипела Лиза. «А как же чистота эксперимента?» Лукаво поинтересовался он, но послушно вернул руку на талию. «Какого еще эксперимента? Может, расскажешь, зачем ты все это устроил?» Они переговаривались шепотом, обмениваясь фразами на ушко друг другу. Со стороны, должно быть, это выглядело как воркование двух влюбленных. «Вот пусть так и будет», — решила Лиза, продолжая чувствовать на себе взгляд Кости. «Решение пришло спонтанно. У меня тут состоялся разговор сегодня с твоим... Ну, ты поняла. В общем, из которого я сделал вывод, что Костян не сомневается в твоем скором возвращении в лоно семьи. Он так и сказал, что очень быстро ты одумаешься и вернешься с повинной». «Вот же козел!» — в сердцах проговорила Лиза. «Тише, милая, он может заметить», — глумливо прошептал Глеб, прижимая ее еще крепче. «Не хочешь поделиться, что же между вами произошло? Почему ты ушла?» Твой муж отказался отвечать на этот вопрос. «А ты сам не догадался еще? И объятия расслабь, пока я в них не задохнулась», — просипела Лиза. Дышать уже было нечем от подобной близости. «Извини, увлекся», — ослабил Глеб захват. «Правильно я понял, что он тебе изменил с этой Юлечкой?» Бросил он быстрый взгляд в сторону стола. «Ты сама догадливость». «Понятно. Что ж, значит, я все сделал правильно, а твой муж просто идиот». Повисла пауза, которую Лиза решила заполнить танцем в чистом виде. Не хотелось ей больше ни говорить, ни думать о Косте. Возможно, пригласив его в гости и поставив ее перед фактом, Глеб на себя взял слишком много, но так даже лучше. И если муж действительно думал, что она приползет к нему с извинениями, то теперь должен испытывать горькое разочарование. Но в ее жизни на данный момент не изменится ровным счетом ничего. Однако и благодарить за сегодняшний вечер, который стал для нее настоящим испытанием, она Глеба не собирается. Догадывалась, что меньше всего он думал о ее чувствах, когда устраивал весь этот цирк. А вот себя у него потешить получилось на славу. «Легенда требует еще большей достоверности». С этими словами Глеб прикоснулся к ее подбородку и заставил заглянуть себе в глаза. «Что ты...» Вопрос застрял на языке, стоило увидеть, как близко мужские губы. «Он должен понять, что ты моя», — пробормотал Глеб за секунду до того, как припал к ее губам. Поступок его до такой степени ошеломил Лизу, что она и сообразить ничего не успела, как уже отвечала на поцелуй. И длился он непростительно долго. А еще какое-то время, когда губы Глеба выпустили ее из своего плена, Лиза попыталась привести мысли в порядок. «Ну вот, теперь он это знает». В голосе Глеба послышалось удовлетворение, а его ладонь по-хозяйски легла между лопаток Лизы. И почему она показалась ей неестественно горячей, прожигающей кожу даже через довольно плотную ткань платья? В голове царил какой-то хаос. Сказать Игнатову ей хотелось так много, что она просто не нашлась, с чего же начать. Тем временем танец закончился, и он подвел ее к столу. Галантно выдвинул для нее стул и даже помог сесть. И все это совершенно не вязалось с тем, каким привыкла его видеть. Чтобы хоть на что-то отвлечься, Лиза ненадолго скрылась в кухне под предлогом, что отправилась за десертами. Да и их уже на самом деле пора было подавать. Она расставляла на подносе фруктовый салат, когда в кухню вошел Костя. От неожиданности Лиза чуть не выронила одну из порционных вазочек с салатом. «Вот значит как, вы с ним любовники?» Костя выглядел злым, хоть и старался говорить тихо. Таким его Лиза еще не видела никогда.
Тебя это не касается. Да? И когда же ты с ним спуталась? Приблизился он к ней, буквально нависая. Разница в росте у них была ощутимая. Повторюсь, тебя это не касается. Лизе было страшно, но виду она не подавала. Наоборот, вскинула подбородок и с вызовом смотрела мужу в глаза. «Ошибаешься, именно меня это и касается, женушка». Больно сжал он руками ее плечи. Неизвестно, что бы последовало дальше, не войди в этот момент в кухню Игнатов. «Помощь нужна?» Что он имел в виду под этой фразой, Лиза не поняла. Да и гораздо интереснее стала реакция на появление Глеба Кости. Его словно подменили. Мгновенное преображение. Он даже не отошел от нее, а отскочил. Злость слетела с лица, уступая место туповатой услужливости, а голос из змеиного шипения превратился в елей. «Она отказывается от помощи», — повернулся Костя к Глебу. «Все время она так, сама да сама». «От моей не откажется», — освободил Глеб дверной проем, характерно глядя на Костю. «Она мне ни в чем не может отказать», — медленно добавил, не меняя траектории взгляда. А читалось в нем неприкрытое «Вали отсюда, пока не получил по полной». Это даже Лизе стало понятно. Правильно прочитал взгляд и Костя, быстро убравшись из кухни. «Он тебе ничего не сделал?» Буднично поинтересовался Глеб, приближаясь к Лизе и забирая у нее вазочку с салатом. «Не успел, спасибо», — посмотрела она на него с благодарностью. «Ни за что», — пожал он плечами. «Что еще нужно отнести?» Взял он со стола поднос. «Ничего, остальное я сама». Руки тряслись, и в теле была слабость. Лиза позволила себе задержаться на кухне еще несколько минут, прежде чем вернуться к гостям. Сразу стало понятно, что Костя поговорил со своей Юлей, и оба они решили вести себя, как ни в чем не бывало. Будто бы ничего не случилось. И только это помогло Лизе продержаться до конца званого ужина. Но когда гости ушли, силы ее покинули окончательно. Чувствовала она себя больной и слабой. «Глеб, пожалуйста», — посмотрела на мужчину Лиза, не скрывая мольбы. «Не делай так больше никогда. Второго раза я не вынесу». «Тебя так ранила его измена?» — смотрел он на нее из-под лобья, спрятав руки в карманах. «Сильнее, чем хотелось бы», — кивнула Лиза. Она принялась собирать со стола грязную посуду, руки так дрожали, что тарелки опасно позвякивали. «Я сам», — подошел к ней Глеб, забирая стопку тарелок. «Иди отдыхай». «Спасибо», — с облегчением отозвалась Лиза, на этот раз испытав искреннюю благодарность. Глава 18. Наверное, он поступил с Лизой глупо и жестоко. Не надо было приглашать Костика с его шалавой. Но почему-то безумно хотелось поставить Лизу перед фактом, что ее муж, увы, пока еще не бывший, редкостный козел и обыкновенный мерзавец. И что из этого получилось? Да, убедилась Лиза, что Костик негодяй. И что? Скорее всего, она и до этого не собиралась возвращаться к нему. Так зачем было причинять ей боль? Глеб чувствовал себя не меньшим негодяем. Он засунул посуду в моечную машину, бесцельно прошелся по кухне, налил себе бокал вина и уселся у окна. Поздняя ночь окутала город. Фары редких машин освещали дороги. В окнах домов гасли огни. Терпкое вино немного туманило голову. Сейчас Лиза одна в своей большой и холодной постели. Расстроенная, погруженная в печальные мысли. Наверняка не спит. Ворочается сбоку на бок и ругает Костика, а заодно и Глеба. Хороший повод пойти к ней и извиниться за идиотский спектакль. Ну, и, возможно, Лиза захочет утешиться. Глеб отогнал от себя идиотские мысли. Она не такая, и он это отлично знает. Если он заявится к ней сейчас, она его просто выставит за дверь и будет совершенно права. А он упадет в ее глазах ниже некуда. Но как хорошо было бы сейчас лежать рядом с Лизой.
говорить ей нежные слова, ласкать ее. Не стоит ее, Костик, однозначно не стоит. Променять такую жену на какую-то до скуки банальную Юльку? Он слепой, что ли? Глеб допил вино и отправился спать. Но сон не шел. Он снова и снова вспоминал, как Лиза ответила на его поцелуй. А ведь могла этого не делать. Значит, он ей не совсем безразличен. И снова Глеб ощутил тепло Лизиного тела, когда его рука лежала на ее спине. Она была так напряжена. Он чувствовал это через тонкую ткань платья. А еще она ему была благодарна за то, что убрал на кухне. Глеб улыбнулся. Как это наивно и хорошо. В груди растеклось приятное тепло, стало спокойно и радостно. Ничего подобного он не испытывал раньше. Чему он рад? Тому, что Лиза сказала ему спасибо? Разве этого мало? Наконец, сон сковал его. Глеб проснулся от того, что яркий солнечный свет лился в окно, на котором он забыл задернуть шторы. Какое-то время он щурился, как довольный кот, позволяя теплым лучам ласкать его лицо. Потянулся за мобильником, лежащим на тумбочке. Всего-то 9 утра, но сна не в одном глазу. А ведь вчера он уснул поздно. Приведя себя в порядок, Глеб пошел на кухню. Лиза наверняка еще спит. Она умоталась за вчерашний день. Весь вечер вчера крутилась, как юла, готовя деликатесы. И они у нее удались на славу. Она отлично готовит, неподражаемо, безумно вкусно. Глеб полез в холодильник и достал остатки румяной курочки. Не стал разогревать ее, клевал холодной, как делал это в детстве, отрывая кусочки и отправляя их в рот рукой. Мама всегда ругала его за это. Потихоньку, поглощая курочку, Глеб принялся варить кофе в большой турке. Он колдовал над ним, как настоящий волшебник. Добавил щепотку соли для усиления аромата. Пышная пенка поднялась раз, другой, третий. Глеб разлил кофе по 2 чашкам, не отдавая себе до конца отчет, зачем это делает. Водрузил их на небольшой поднос, поставил туда же молочник со сливками, сахарницу. Подумал, оторвал от орхидеи, росшей на окне в горшке, яркий цветок. Положил на поднос и его, и отправился к Лизе. Он прислушался у двери ее комнаты. Тихо. Наверное, еще спит. Тихонько постучал. Ответа не последовало. Приоткрыл дверь. Лиза спала, разметав волосы по подушке. Спала тихо и походила на безмятежного ангела, прилегшего отдохнуть на облаке. Глеб тихо приблизился к кровати, сел на край. Сейчас ему безумно хотелось поцеловать ее или хотя бы погладить по щеке, но благоразумие взяло верх. «Лиза?» — тихонько позвал он. «Лиза!» Девушка медленно открыла глаза, посмотрела на него и сонно улыбнулась. Он улыбнулся в ответ. Но уже через мгновение она закуталась в одеяло до подбородка, отползла от Глеба на другой край кровати и села, подобрав под себя ноги, тоже закутанные одеялом. «Тебе чего?» — сердито спросила Лиза. «С добрым утром». Глеб поставил поднос на прикроватную тумбочку. «Кофе в постель». «Ты с ума сошел?» — насупилась Лиза. «Кто тебе разрешил заходить сюда?» «Никто, я сам. Утро прекрасное, решил тебя побаловать. И больше ничего, честное благородное». Взгляд Лизы смягчился. Она уселась поудобнее. «Ну, если только кофе», — улыбнулась она. Глеб поставил поднос на постель. «Прелесть какая!» Она взяла в руку цветок орхидеи. «На кухне оторвал». «Да?» — не без гордости кивнул Глеб. «Тебе со сливками?» «Ага». Лиза поднесла орхидею к лицу. «Пахнет свежестью, словно после дождя». «Сахар?» «2 ложечки». Глеб размешал сахар и протянул Лизе чашку. «Ты умеешь варить кофе?» Искренне удивилась она, пригубив напиток. «Очень вкусно». «Я много чего умею», — усмехнулся Глеб. «Я умею виртуозно». «Не надо», — поспешно прервала его Лиза. «Я ни о чем таком и не подумал».
— заметил Глеб. «Прости, я жутко испорченная», — рассмеялась Лиза. «Так что ты еще умеешь? Шашлык жарить, например. Умею тосты делать, в микроволновке еду разогревать. Хочешь, я подам тебе в постель еще и твою вчерашнюю курочку? Я уже позавтракал ею». «Нет, есть курицу в постели — дурной тон», — шутливо протянула Лиза, подражая капризной светской львице. Они пили кофе и болтали ни о чем, как старые друзья. Лиза смеялась, а Глеб любовался ею. Жаль, кофе скоро закончится, и волшебство растает. Глава 19. Утро выдалось замечательное, а Игнатов превзошел сам себя. Лиза даже в какой-то момент решила, что его подменили. До такой степени нетрадиционно он себя вел. Вежлив, услужлив, юморил направо и налево. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается. Закончилось и это утро, когда Глеб отбыл на работу. Перед тем, как уехать, Игнатов сообщил Лизе, что домработница по пятницам не приходит, и что порядок в доме ей придется наводить самой, как и разобраться со стиркой и глажкой. Что ж, все очень быстро вернулось на круги своя, а она из гостья превратилась в Золушку. Ну а Игнатов снова стал вредной тыквой. И ни в какого принца он не превращался, манипулятор чертов. Захотел вчера, устроил себе потеху. Вечером и утром поиграл в доброго дядечку. Ну а потом стал самим собой. Занимаясь домашними делами, Лиза размышляла на тему, что пора уже положить конец всему. Ровным счетом. Никто не смеет диктовать, как ей жить и чем заниматься. Как и все люди на земле, она имеет право на свою порцию счастья. И будет добывать его, если потребуется, всеми правдами и неправдами. Нужно станет, выгрызет у судьбы зубами свое счастье. Но сначала ей надо стать независимой, а точнее найти работу. Когда все вокруг сверкало чистотой, а мысли Лизы приняли плавное и уверенное течение, она зашла на сайт вакансий и обнаружила один отклик на свое резюме. Звонила по указанному номеру с полной уверенностью, что удача ей, наконец, улыбнулась. «Сможете подъехать прямо сейчас?» — вежливо поинтересовалась секретарь, как она представилась. «Могу», — обрадовалась Лиза. И еще одним хорошим признаком посчитала, что нужный ей офис находится совсем рядом с домом Глеба, в каких-то 2 остановках на автобусе. И уже через полчаса она входила в небольшую приемную, где ее с улыбкой встретила та самая девушка, с которой она и говорила по телефону. «Проходите, начальник ждет вас», — указала секретарша на дверь с табличкой «Директор» Лазарев Игнат Федорович. Фирма называлась «Орфей» и занимала 2-й этаж неприметного 2-этажного здания барачного типа. Лиза даже удивилась, что в этой части города еще остались такие дома. Она думала, что все их уже давным-давно снесли, а район застроили многоэтажками. А нет. «Здравствуйте, красавица! Проходите, устраивайтесь поудобнее. Прошу вас, не стесняйтесь», — заголосил кругленький мужчина, лет 40-45. Едва она распахнула дверь в его кабинет. Он сам лично выдвинул для нее стул и, казалось, рад был ей как родной. Лиза даже опешила от подобного радушия, как и понятия не имела, чем оно было вызвано. «Не могу передать, как мы рады, что вы откликнулись на наше приглашение», — еще больше озадачил ее Игнат Федорович. «Я тоже рада». Лиза растерялась и не знала, как вести себя. «Правильно я понял, что вас все устраивает», — занял мужчина свое место за огромным, предположительно, дубовым столом. «Меня?» Тут Лиза поняла, что понятия не имеет, чем они занимаются. Она так обрадовалась отклику на свое резюме, что совершенно не поинтересовалась потенциальным работодателем. И название фирмы ей ни о чем не сказала. Успокаивало только одно, что этот Игнат Федорович не смахивал ни на обманщика, ни на сетевика, ни на риэлтора. «Я бы хотела поподробнее узнать о том, чем вы занимаетесь, и об условиях, которые можете предложить», — скромно отозвалась она, наблюдая, как меняется лицо мужчины. Кажется, он смутился и занервничал, и объяснения такому поведению Лиза не находила.
Вот как? То есть вы не в курсе, что наша фирма молодая? Нет. И что на первых порах мы не сможем вам много платить? А сколько сможете? Он назвал сумму, которая была вдвое меньше того, что получала Лиза на предыдущей работе. И это не учитывая премиальные выплаты, которые были почти каждый месяц. Сначала она очень расстроилась, но потом уговорила себя не рубить с плеча, а выслушать работодателя. Тем более, что он, судя по всему, очень хотел выговориться. Но это только на первых порах, пока мы не завоюем рынок. Естественно, с вашей помощью, затараторил Игнат Федорович. Он покраснел и явно сильно волновался. Лизе даже жалко его стало, и она подарила ему свою самую лучезарную улыбку. Нам очень нужен человек, разбирающийся в пиаре. Это слово он выговорил как-то потешно, и улыбка Лизы стала шире. Вы же разбираетесь. Она кивнула. Вот, вы-то нам и нужны. Но чем вы занимаетесь? Рискнула уточнить Лиза. Что именно нуждается в рекламе? Как, разве не сказал? Мы изготавливаем самые лучшие струнные музыкальные инструменты современности. Когда-нибудь наши инструменты будут иметь такую же ценность, как сейчас, к примеру, скрипка Гварнери. За следующие 10 минут Лиза узнала, что Игнат Федорович и есть директор фирмы «Орфей» и скрипичных дел мастер в одном лице. И цех по производству струнных инструментов располагается на первом этаже здания. А здание это, оказывается, находится в собственности директора. И штат фирмы состоит из него, секретарши, бухгалтера и 2 подмастерий. И вот теперь им срочно понадобился пиар-менеджер, потому что... За рекламой будущее, я это прекрасно понимаю. И в ближайшем будущем я готов платить вам больше, как только у нас прибавится клиентов. Завершил Игнат Федорович свой экскурс. По мере того, как слушала его, Лиза анализировала собственное отношение ко всему. Вот вроде фирма совсем маленькая, даже крохотная. Судя по всему, специалисты тут работают высококлассные. А вот рынка сбыта нет, от слова «совсем». Но странным образом ей вдруг захотелось сделать все возможное и невозможное, чтобы фирма «Орфей» стала процветать, а об их инструментах узнала как можно больше музыкантов. «Я согласна», — только и сказала она. «Могу приступить к работе уже завтра». И расстались они с Игнатом Федоровичем как добрые друзья. А уже завтра к 9 она обещала быть в офисе. Ну вот, она нашла работу и может подыскивать себе жилье. Слово, данное себе, Лиза планировала выполнить. Ну а сегодня вечером она поставит об этом в известность Глеба. После собеседования у нее как раз оставалось достаточно времени, чтобы приготовить ужин и подумать, как лучше сообщить обо всем Глебу. Но все пошло совсем не так, как это обычно и случается. Глава 20. Лиза размешивала соус, когда услышала, что открылась входная дверь. Для Глеба рано. Он должен прийти через час, не раньше. Может, Ирина Юрьевна зачем-то пожаловала? Лиза продолжила заниматься соусом. Кто бы ни пришел, ее сейчас волнует только ужин. Добавила немного свежего базилика, убавила огонь, накрыла ковшик крышкой. «Вы кто?» От незнакомого голоса Лиза едва не опрокинула ковшик. На пороге кухни стояла худощавая женщина, слегка за 50. Идеально уложенные светлые волосы, на ногах изумительные замшевые темно-коричневые ботильоны на изящном невысоком каблучке. Женщина неспешно расстегивала элегантное пальто из альпака цвета кофе с молоком и строго смотрела на Лизу. Лиза поспешила снять с огня соус, он едва не подгорел. Еще немного, и его можно было бы выкинуть. Соус не терпит небрежного отношения. «А вы кто?» — в свою очередь поинтересовалась Лиза. «Я Альбина Витальевна, мама Глеба Станиславовича. На новую домработницу вы походите мало. Так что вы изволите делать на нашей кухне, милочка?» Вскинула она вверх идеально очерченные брови. «Я не новая домработница. Глеб нанял меня в качестве...» Лиза замялась, пытаясь подобрать правильное слово.
Он нанял меня готовить ему еду. Меня зовут Елизавета». «Глеб?» — снова вскинула идеальные брови Альбина Витальевна. «Моего сына зовут Глеб Станиславович. Глеб он для близких людей. Не стоит вам так фамильярничать с моим сыном. И меня более чем удивляет ваша одежда». Альбина Витальевна окинула Лизу неодобрительным взглядом с ног до головы. «Почему вы в шортах стоите у плиты, Елизавета?» «Ну не голая же она стоит. Шорты как шорты, вполне приличные, обычный домашний костюм». «Глеб на этот счет мне замечаний не делает?» — пожала плечами Лиза. «Кто бы сомневался!» — насмешливая улыбка скривила губы Альбины Витальевны. Лиза почувствовала неловкость. Она стоит в домашней одежде перед солидной дамой. Если бы она знала, что мама Глеба придет, разумеется, она бы оделась по-другому. Под пристальным взглядом Альбины Витальевны Лиза чувствовала себя словно голой. «Странно, что Глеб не поставил меня в известность. Очень странно». Альбина Витальевна прошлась по кухне, провела пальцем по краю столешницы, усмехнулась, посмотрев на него, хотя однозначно на ее холеном пальце не могло быть грязи. Во-первых, у Ирины Юрьевны везде идеальная чистота, а уж на кухне особенно. Во-вторых, Лиза всегда очень тщательно убирает все после готовки. «А где же вы живете, Елизавета?» Однозначно, Альбина Витальевна уже догадалась, что Лиза живет в этой квартире. «Я живу в комнате для прислуги». Лиза невольно поморщилась, как глупо это звучит. «А я уж грешным делом подумала, что Глеб поселил вас в гостевой комнате». «Простите, но я не понимаю вашей иронии», — не выдержала Лиза. «Глеб Станиславович сам предложил мне эту работу. Я справляюсь со своими обязанностями». «Кто бы сомневался!» — коротко рассмеялась Альбина Витальевна. «Я справляюсь со своими обязанностями, и Глеб мною доволен», — закончила фразу Лиза. Возможно, она прозвучала двусмысленно. Но Лизе не нравилось, как с ней разговаривает мама Глеба. За кого она ее принимает? За любовницу сына? Или вообще за девушку по вызову? «Вам лучше поговорить с сыном», — заметила Лиза, «и задать ему все интересующие вас вопросы. Простите, я не знаю, почему он нанял меня. Глеб придет минут через 40. Мне надо приготовить ему ужин. Вы можете подождать его в гостиной. Приготовить вам чай?» Попыталась выйти из неловкой ситуации Лиза. «Я буду ждать сына там, где мне захочется. Кухня меня вполне устраивает. И я отлично могу приготовить себе чай сама, без посторонней помощи». Альбина Витальевна демонстративно нажала на кнопку электрочайника. По какой-то непонятной причине Лиза не нравилась матери Глеба. Ладно, пусть так, никому в друзья она не навязывается. На этой мысли она решила вернуться к приготовлению ужина. Помешала тушеные овощи, они едва не подгорели. Все-таки, когда готовишь, отвлекаться нельзя. Альбина Витальевна достала из шкафчика чай, насыпала его в заварочник, залила кипятком. И при этом не спускала глаз с Лизы. Та чувствовала на себе тяжелый взгляд, когда поворачивалась к маме Глеба спиной. Почему она так враждебно настроена? Ведь она видит ее впервые и ничего о ней не знает. Сердито зазвенела ложечка в фарфоровой чашке. «Надеюсь, Елизавета, вы готовить умеете?» Насмешливый голос Альбины Витальевны начинал выводить Лизу из себя. «Скоро будет готов ужин, вы сможете составить свое мнение о моем умении». «И вы искренне думаете, что я поверю, будто мой сын нанял себе повариху?» Нервно рассмеялась Альбина Витальевна. «Не держите меня за идиотку». «О чем вы?» Искренне удивилась Лиза. Ей безумно хотелось надерзить Альбине Витальевне. Она с трудом сдерживала себя, чтобы не говорить резко. Ведь это мама Глеба. «Я отлично понимаю, почему вы скачете по кухне в этих неприлично обтягивающих шортах. Почему из кожи вон лезете, чтобы приготовить так называемый кулинарный шедевр. Это выглядит как минимум смешно и жалко.
Не вы первая пытаетесь произвести впечатление на моего сына. Не утруждайте себя напрасной тратой времени». Лиза с шумом переставила сковородку с овощами на соседнюю конфорку и резко повернулась к Альбине Витальевне. Та величественно сидела за столом, изящно держа в руке фарфоровую чашку и насмешливо глядя на Лизу. Сейчас Альбина Витальевна походила на королеву, но очень злую королеву. Глава 21. «И почему же я это делаю?» — задала Лиза правомерный вопрос, хоть ответ на него ее не сильно интересовал. Кроме того, она догадывалась, что скажет эта женщина дальше. «Потому что вы спите с моим сыном и рассчитываете стать для него кем-то большим, чем повариха». Презрительно поджала губы Альбина Витальевна. «Знаю я таких, как вы, милочка». Это уже было слишком. Эта женщина намеренно оскорбляла ее, не испытывая ни малейших угрызений совести. И оскорбления ее наложились на собственные мысли Лизы. Решение пришло само и как-то вдруг. Именно в этот момент она поняла, как же ей все надоело. «Овощи готовы, соус тоже», — спокойно проговорила она, снимая фартук. «Подавать все это на стол своему сыну вы сможете сами». «И куда это вы?» Но Лиза ее уже не слушала, покидая кухню. Хватит с нее оскорблений. Надоело выполнять чужие капризы. Пора уже что-то менять в жизни, как и думать исключительно о себе. Лиза поднялась в свою комнату, переоделась и быстро собрала свои вещи. Странное спокойствие она при этом испытывала, как будто впервые в жизни приняла правильное решение. Перед тем, как спуститься вниз, она вызвала такси, а у самых дверей ее остановил голос Альбины Витальевны. «Ты что себе позволяешь?» А ведь она паникует, не без удовольствия подметила Лиза. «Я ухожу», — с улыбкой сообщила она женщине. «А как же ужин? Что я скажу сыну?» «Но вы же и сами все отлично знаете», — не сдержала Лиза едкой усмешки. «А что вы скажете Глебу, мне, если честно, плевать». И была такова. Такси уже подъехало, и Лиза назвала водителю адрес. Эта мысль тоже пришла как-то сама. Она вспомнила небольшой двухэтажный дом, вокруг которого высились современные высотки. А этот дом стоял окруженный небольшим чистым двориком, словно упрямо желал выжить во всей этой урбанизации, словно хотел остаться памятником прошлого и напоминанием о былом. И именно туда Лизе хотелось сейчас отправиться. На ее счастье в окнах второго этажа горел свет. «Елизавета?» — очень удивился Игнат Федорович, когда вошла она в его кабинет с чемоданом. «Что у вас стряслось?» Сразу же догадался мужчина, что ситуация у нее нештатная. Лиза же просто радовалась, что он все еще тут. Время уже было точно нерабочее, и секретарши его на месте не было. Что бы делала, не окажись тут никого, Лиза для себя не решила. «Игнат Федорович, могу ли я какое-то время пожить тут, пока не найду себе квартиру?» Не стала ходить Лиза вокруг да около. «Ну, конечно!» — неожиданно обрадовался он. Да так искренне это сделал, что ничего плохого Лиза просто не могла заподозрить. «Моя квартира на первом этаже рядом с цехом, ну, точнее, она в другом крыле. И у меня есть парочка свободных комнат, потому как для меня одного квартира великовата». Засуетился мужчина. «Пойдемте, я все вам покажу», — подхватил он ее чемоданы и устремился из кабинета к лестнице. В который раз, оказавшись на лестнице, Лиза подумала, как нравится ей атмосфера этого дома. Вот и пахло тут как-то по-особенному. Вроде и старостью, но не дряхлостью. Отчего-то казалось, что те, кто жили тут раньше, были очень счастливы. А это значит, что и ее счастье начнется именно тут. «Ну, вот и моя берлога», — распахнул Игнат Федорович входную дверь, пропуская Лизу вперед. «Прошу простить меня за беспорядок. Я старый холостяк, знаете ли». «Вы вовсе не старый», — рассмеялась Лиза, осматриваясь в квартире, когда вспыхнул яркий свет. Квартира эта ей тоже сразу понравилась. Комнаты просторные, высокие потолки, и пахло в ней тоже спокойствием и счастьем.
и хозяин квартиры нравился ей все сильнее. Здесь действительно царила атмосфера холостяка. Некоторая неухоженность, неустроенность, но с этим она справится в 2 счета, как и вдохнет в жилище жизнь. И в который раз Лиза осознала, что поступила правильно. «Вот эти комнаты пустуют», — указал Игнат Федорович на 2 двери. «Выбирайте любую, а можете и в 2 обосноваться, я только рад буду». «И вы, наверное, голодная?» — спохватился он. «Вы пока устраивайтесь, а я по-быстрому соберу на стол». Не только Лиза прониклась доверием к Игнату Федоровичу, но и он тоже. А иначе как объяснить его поведение? Только доверием и человеколюбием еще, наверное. Комнаты Лизе понравились. И для себя она выбрала ту, за окном которой росла высокая черемуха. Должно быть, летом можно будет дотянуться до ягод. А она собирается оставаться тут до лета? Сразу же зародился логичный вопрос. Но об этом Лиза решила подумать потом. Конечно, в комнате было грязновато. На старинной мебели толстым слоем лежала пыль. Но это и понятно, ведь долгое время тут никто не жил. И первым делом, пока Игнат Федорович хлопотал на кухне, Лиза скоренько справилась с пылью и даже вымыла пол. И тогда комната заиграла новыми красками. Обосноваться в ней захотелось еще сильнее. «Елизавета, прошу к столу», — заглянул в комнату Игнат Федорович. «Ох, ну надо же!» — изумился он. «Одно ваше присутствие вдохнуло в мою берлогу жизнь». «Завтра я и у вас наведу порядок», — пообещала Лиза. «И зовите меня просто Лизой, и на «ты». На круглом кухонном столе стояло блюдо с отварным картофелем и тарелка с сосисками. «Ужин холостяка», — спрятала Лиза понимающую улыбку. Ну что ж, и это она постарается исправить. Во всяком случае, пока будет гостить в этой квартире, заботы о кормежке ее хозяина возьмет на себя. Как и постарается окружить этого доброго и отзывчивого мужчину уютом. «Лиза, я не спрашиваю, что у тебя произошло, меня это не касается», — заговорил мужчина. «Но жить здесь ты можешь сколько потребуется, сколько захочешь. И даже если ты не задержишься у нас, это не значит, что в этой квартире ты перестанешь быть желанной гостьей». Вот оказывается, как все просто бывает в жизни. Если, конечно, не усложнять ее самим. Случайный знакомый может стать тем, кто единственный протянет тебе руку помощи. И не потому, что пожалел, а просто потому, что оказался настоящим человеком. Ведь так и должно быть. Люди должны помогать друг другу. И очень грустно становится, что не все это понимают. Лиза уже устраивалась на ночлег после простого, но сытного ужина, когда позвонил Глеб. Глава 22. «Мама?» – удивился Глеб, входя в квартиру. «Привет, не ожидал». «Привет, сынок», – кивнула в ответ мама. «Я надеюсь, не обязана сообщать о своем визите заранее?» Глеб заметил, что мама вся на нервах. «Нет, конечно. А что случилось? Ты какая-то взволнованная», – осторожно произнес Глеб. «Взвинченная, хотел сказать». Глеб предпочел ничего не отвечать. Он знал, когда мама сердита, лучше ее не заводить сильнее. Пойдут обиды, слезы, потом извиняться замучаешься. «Твоя новая повариха хлопнула дверью и ушла с вещами». «Как ушла? Куда?» – не понял Глеб. «Откуда мне знать?» – пожала плечами мама. «Нахамила мне, устроила скандал, бросила грязную посуду и демонстративно хлопнула дверью». «Мама, что ты ей сказала?» – нахмурился Глеб. «Не кричи на меня!» – осадила его мать. Попыталась поставить эту нахалку на место. Разумеется, я не позволю разговаривать со мной в таком тоне. Кстати, ужин она тебе приготовила. Надеюсь, он вполне съедобный. Давно Лиза ушла. Я время не засекала. Итак, мама ухитрилась раздуть скандал на ровном месте. Хотя Глеб очень любил родителей, но отлично знал. Мама умеет найти, на что обидеться. Даже не умеет. Она нарочно ищет повод, чтобы обидеться. Такой уж у нее характер. И все посвященные уже смирились с ее недостатками. Но то посвященные.
Сейчас он очень хотел позвонить Лизе. Но, во-первых, мама обидится еще больше, а во-вторых, почему Лиза ушла вот так, ничего не сообщив ему? Что это еще за выбрыконы? «Ужинать будешь?» Глеб постарался говорить спокойно. «Нет, а что у тебя с этой Фифой? Зачем ты нанял ее?» «Она хорошо готовит». Глеб положил в тарелку овощи. «И все?» — вскинула брови мама. «Разве этого мало?» — в тон ей ответил Глеб. «Она вертелась тут полуголая, однозначно пыталась тебя соблазнить. Знаю я таких развязных девиц». «Мамуль, не надо судить о людях поверхностно», — мягко проговорил Глеб, не сомневаясь, что она все равно обидится. «Очень прошу тебя, не вникай в мою личную жизнь. Я мальчик взрослый и очень даже самостоятельный. Разберусь сам, кого и зачем нанимать на работу». «Так и знала, она уже заморочила тебе голову», — воскликнула мама. «Ты слишком доверчивый, слишком впечатлительный, склонен верить всему, что тебе говорят». «Мама, мне 28», — слегка повысил Глеб голос. Пора было остужать пыл родительницы, пока она не наговорила лишнего. «И что? Мужчины и в 50 попадаются на уловки охотниц за деньгами, сами того не замечая. А потом развод, суд, и ты уже без гроша в кармане. И не говори потом, что я тебя не предупреждала». Слово за слово, и, разумеется, мама обиделась, даже расплакалась. Она любила Глеба искренне, как может любить сына только очень хорошая мать. И она искренне хотела ему добра. Глеб об этом прекрасно знал, но ее желание все держать под контролем порой очень сильно раздражало его. Да и его отца тоже. И если отец давно смирился, то Глеб предпочитал особо не прислушиваться к советам мамы. И, надо сказать, откровенно ни разу не пожалел об этом. Вот и сейчас он повел себя уже привычно. Подбирал нужные слова, которые хотела услышать мама, и она наконец-то успокоилась. Потом они долго пили чай. В глубине души Глеб сейчас хотел только одного — чтобы его любимая мама поскорее ушла. Тогда он сможет позвонить Лизе и узнать, что же произошло на самом деле и насколько все серьезно. Уже шел 10-й час, когда Глеб набрал номер Лизы. «Лиза, я не понял, что произошло?» Сразу перешел он к делу. «Куда ты ушла?» «Добрый вечер, Глеб». Голос Лизы звучал ровно. Похоже, она не расстроена и не проплакала весь вечер. Это немного задевало. Он надеялся, что она сильно переживает из-за общения с его матерью, что злится и не находит себе места, и уж точно не рассчитывал на подобное спокойствие и даже умиротворенность. «Добрый вечер», — откликнулся Глеб. «Если ей так важно поздороваться, он это сделает». «Ты поссорилась с моей мамой?» «С какой стати мне с ней ссориться?» Глебу показалось, что он увидел скупую улыбку на ее лице. «Она сказала все, что обо мне думает. Я поняла, что мое присутствие в твоем доме нежелательно, и ушла. Деньги я верну». «При чем тут деньги?» — возмутился Глеб. «Я тебе что, про них что-то сказал? Что за фокусы? Возвращайся, я жду». «Найдешь себе другую повариху?» — усмехнулась Лиза. «А я уже нашла себе другую работу и жилье. А то, что тебе должна, верну, не сомневайся. Это и мне важно. Не люблю быть в долгу». «Да, моя мама порой бывает невыносимой, сам знаю. Но почему ты послушала ее?» «А я ее и не слушала. Но я никому не позволяю говорить со мной в таком тоне, и тем более делать неправильные выводы». В голосе Лизы послышалась улыбка. «Она еще и улыбается?» «На работу тебя взял я, так почему ты не поставила меня в известность, что уходишь? Не я с тобой ругался. Причем тут вообще моя мама?» «Я уже нашла другую работу, и меня все устраивает», — повторила Лиза. «Неужели так трудно было позвонить мне и рассказать, что произошло? Это же секундное дело. Неужели я не заслужил элементарной благодарности?» Глеб в сердцах завершил разговор. Заранее знал, что она ответит, что она его о помощи не просила,
что приняла ее только потому, что... Неважно, почему она ее приняла. Хотя ей в тот момент идти было особо некуда. Но так удобно все для Лизы сложилось, и она воспользовалась удачным стечением обстоятельств. Все бабы одинаковые, никакой благодарности, ни малейшего желания попытаться разобраться в ситуации. Проще демонстративно уйти и изображать из себя жертву. Нашла себе другую работу? Отлично. Есть где жить? Еще лучше. Глеб удалил с мобильника номер Лизы. Он не сомневался. Она первой звонить не будет. А он не будет умолять ее вернуться. Чем Лиза отличается от ее матери? Да ничем. Сама нашла на что обидеться, сама же обиделась, ушла, и он же еще и виноват. Не он выгонял ее из дома, не он говорил обидные слова. Неужели нельзя было позвонить и объяснить, что происходит? Но это же женщины. У них своя логика, которую понять невозможно. Да и не стоит тратить на это время. Все равно ничего не получится. Глава 23. Лиза проснулась в отличном настроении. Впервые за долгое время она так выспалась, хоть и легла вчера поздно. Но и засиделась за полночь она вовсе не потому, что думала о чем-то тягостном. Не расстроил ее и разговор с Глебом, разве что после него в душе поселилась легкая грусть. Ее причины, кстати, Лиза так и не поняла и посчитала ее проявлением излишней сентиментальности. Она просто-напросто зачиталась, найдя в небольшой библиотеке Игната Федоровича интересную книгу. И когда читала вот так вот запойно в последний раз, тоже уже не помнила. Звонок будильника ворвался в просыпающийся уже мозг мягко и ненавязчиво. И перед тем, как выйти из комнаты, Лиза даже сделала нехитрую зарядку. «А ты чего в такую рань подскочила?» Вошел в кухню Игнат Федорович. Выглядел он до потешного по-домашнему, во фланелевой старомодной пижаме. Растрепанный и заспанный, он почему-то напомнил Лизе папу Карла. Во всяком случае, она себе его примерно таким и представляла. «Присаживайтесь, сейчас будем завтракать», — улыбнулась Лиза мужчине, снимая с огня сковороду. «У меня как раз все готово». «Завтрак? Это хорошо!» — потер руки Игнат Федорович. «Давненько мне его никто не готовил». С довольным видом уселся он на стул и постелил на колени салфетку. «А вы живете один?» — аккуратно поинтересовалась Лиза. Вчера она не задалась как-то этим вопросом. Но мужчина он был в расцвете сил. Возможно, у него есть любимая женщина. Хотя еще вчера его квартира показалась Лизе именно холостяцкой, где не чувствовалась рука женщины. «Один. Уже 11 лет, как не стало моей любимой Клары», — с грустью отозвался Игнат Федорович. Лиза же подумала, неужели все эти годы он хранит верность своей жене, ушедшей в иной мир? Это было достойно только восхищения, хоть и вызывало жалость. «Ох, такого пышного омлета я еще не ел. Но даже ради него не стоит вставать так рано, особенно по выходным», — приговаривал Игнат Федорович, уплетая завтрак за обе щеки. «Но я же обещала вам приступить уже сегодня к работе». «Так выходной же!» — удивленно посмотрел на нее мужчина. «Суббота? Ах ты ж, боже мой!» — хлопнул он себя по лбу. Да так звонко. «Ну я опять потеряла счет дням недели. Прости, милая, сбил тебя вчера с панталыку». «А я решила, что вы работаете по субботам», — рассмеялась Лиза. «Но в любом случае я не сплю долго». «Ранняя пташка, значит», — кивнул Игнат Федорович. «Вот и я не сплю». Лиза разлила по чашкам чай и достала из холодильника масло и варенье для тостов. «Игнат Федорович, а вы всю жизнь занимаетесь этим делом?» — поинтересовалась Лиза. «О, нет, дорогая, далеко не всю, но столярничаю с ранней молодости», — охотно поделился мужчина. «А инструмент я делал только для своей Клары. Она у меня была скрипачка, виртуозная, должен сказать. Правда, артрит ее заставил рано отказаться от любимого дела. И тогда она стала преподавать в музыкальной школе.
а я частенько ремонтировал детишкам инструменты по ее просьбе. Ну и как-то решил попробовать себя и в их изготовлении. В следующие 10 минут, пока убирала со стола, Лиза узнала историю почти всей жизни этого мужчины. Выяснилось, что жена его была старше аж на 15 лет. Большая ли это разница в возрасте супругов или нет, она не знала. Да и не это важно. Гораздо важнее, что старше в их союзе была именно женщина. И даже так умерла жена Игната Федоровича все равно рано, в возрасте 55 лет. А самому Игнату Федоровичу не так давно исполнилось 46. Показал хозяин и портрет супруги. «Сколько же ей тут лет?» — всматривалась Лиза в изображение удивительно красивой женщины, изображенной пастелью. Этот портрет с Клары написал молодой художник за 5 лет до ее смерти, во время прогулки по парку. Получалось, что на портрете ей в районе 50, но выглядела она гораздо моложе, а глаза женщины и вовсе показались Лизе юными и наивными, а еще добрыми и очень красивыми. Сразу видно, что она была очень хорошей. «Лучшей», — вздохнул Игнат Федорович. «И коль уж у нас с тобой, Лизонька, завязалась такая откровенная беседа, хочу еще кое-чем поделиться», — хитро добавил он и поманил ее за собой. Этот мужчина Лизе нравился все больше и больше, и в его компании совершенно не было скучно. Не отравляла ей настроение даже легкая грусть, что поселилась в сердце со вчерашнего вечера. «Но это же лира!» — бережно держала Лиза в руках изящный изогнутый инструмент со струнами. Он выглядел как новый, и от него даже еще пахло лаком. И украшен он был резьбой в виде веточек дерева, да еще и с листиками. Прелесть! Это определение больше всего подходило инструменту. «Все верно», — обрадовался Игнат Федорович. «Это лира, младшая сестра арфы. Но в отличие от царицы инструментов, как прозвали арфу в древней Месопотамии, лира застыла в вечности, став бессмертным символом поэзии. А ведь когда-то ее боготворили. Вот и Орфей был лиристом». «Игнат Федорович, а вы ее сделали сами?» «Вот этими вот руками», — не без хвастовства отозвался мужчина. «Но это не на продажу, а для души, так сказать». В компании Игната Федоровича первая половина дня пролетела как-то незаметно. Лиза даже опомниться не успела. Еще и погода сегодня радовала. С утра светило яркое солнце, и снег активно таял, образовывая капели и ручейки. Игнат Федорович ушел после обеда. И во второй половине дня Лиза тоже решила прогуляться. А еще она поймала себя на мысли, что периодически поглядывает на телефон. Нет ли там пропущенных звонков от Глеба? Этого еще не хватало. Глава 24. Глеб так и не позвонил. Ну и ладно, обиделся, похоже. Только на что? Лиза ничего плохого не сделала. Или сделала? Конечно, стоило было поставить Глеба в известность, что она нашла работу и съезжает. Но, с другой стороны, ей это надо? Как Глеб к ней относился? То по-человечески, а то как настоящий барин. Приказы отдавал, бурчал. Нет, она не считает себя виноватой. Пусть Глеб на свою маму обижается, если ему делать нечего. Мужчины они такие, типа гордые и глупые, и недалекие. И вообще они сами не знают, чего хотят, подытожила Лиза. Вернувшись с прогулки, Лиза открыла ноутбук и начала подбирать возможных клиентов для фирмы «Орфей». Как оказалось, в основном требуются настройщики и реставраторы. На новые инструменты спрос невелик, а если и покупают, то хотят определенной марки. Возможно, стоит предложить изделие Орфея для начала музыкальным школам? Игнат Федорович цены не задирает, так что начинающим музыкантам это будет интересно. Мобильник лежал рядом с Лизой. Она нет-нет, да и поглядывала на его экран. Вдруг заработалась и пропустила звонок или СМС от Глеба. Но экран оставался девственно чист. От этого Лизе почему-то становилось неуютно.
Все-таки, как ни крути, она поступила неправильно. Надо было позвонить и сказать, что она нашла работу. А так получилось, что она неблагодарно сбежала, обиженно хлопнув дверью. Глеб прав, не он ее обидел, а Альбина Витальевна. Как бы Глеб ни вел себя, надо отдать ему должное. Он ни разу не позволил себе хамства по отношению к Лизе. Да, его шуточки были идиотскими, особенно идея столкнуть лбами ее, Игоря и Юльку. Интриган фиговый. Лиза снова разозлилась на Глеба. С другой стороны, если бы не он, где бы она была сейчас? Ночевала бы все это время в каком-нибудь сомнительном хостеле? Да, Глеб очень выручил ее, и она могла бы просто сказать ему за это элементарное спасибо. Снова и снова Лиза просматривала сайты и предложения услуг по реставрации, изготовлению и настройке струнных инструментов. И снова смотрела на экран мобильника в надежде, что Глеб позвонит сам. Все-таки он мужчина и должен быть снисходителен к женским слабостям. «Хватит работать!» В комнату вошел Игнат Федорович. «Я кофе сварил с кардамоном. Закачаешься, как вкусно!» «С кардамоном?» Искренне удивилась Лиза. Она отлично разбиралась в кулинарии, но никогда не пробовала такого экзотического сочетания. «Да, турецкий рецепт. В Турции вообще любят экспериментировать с кофе. Я несколько раз бывал там по приглашению. Реставрировал национальные музыкальные инструменты. Каманча, баглама, тар, и щипковые, и смычковые. Очень интересная музыкальная культура». «Тогда может предложить услуги вашей фирмы в Турции и в других странах? И сделать упор на Восток? Возможно, с Европой пока тягаться не стоит, а вот Кавказ тоже будет интересно прощупать. Пробовать надо все». «Почему нет?» – оживился Игнат Федорович. «Я как-то вообще об этом не подумал. Дерзай, Лизонька, глядишь, что и получится». Кофе с кардамоном оказался необычным. Лиза вспомнила, что слышала о нем, но ни разу не пробовала. Пожалуй, ей даже понравился этот вкус. Что-то экзотичное, наполненное знойным солнцем юга. Лиза в очередной раз скосила глаза на мобильник. «Звонка ждешь?» — поинтересовался Игнат Федорович. «Заметил, ты на трубку постоянно смотришь». «Нет». Лиза резко перевернула мобильник вниз экраном. «Это я так, машинально. Привычка». «Знаешь, если тебе не звонят, но ты ждешь, позвони сама». «Ничего я не жду». Лиза пригубила кофе. «Ну, тебе виднее», — кивнул Игнат Федорович. Он ей не поверил, и это было очевидно. «Ладно, я позвоню потом, не сейчас». Лиза снова перевернула мобильник вверх экраном. «В молодости мы бываем категоричны, потом жалеем об этом, но порой слишком поздно», — задумчиво произнес Игнат Федорович. «Больше я тебе советов давать не буду, да и это не совет, просто поделился жизненным опытом». Лиза подготовила письма с предложениями услуг фирмы «Орфей». Разошлет она их в понедельник. А пока надо будет подобрать удачные фотографии инструментов, изготовленных Игнатом Федоровичем и его помощниками. За работой время летело незаметно. Лиза приготовила обед из продуктов, что нашла в холодильнике. Замерзшая курица при разморозке оказалась вполне приличной. Очевидно, что Игнат Федорович не заморачивался с приготовлением пищи. Полуфабрикаты, замороженные овощи, замороженное впрок сливочное масло – все просто. Достал, закинул в микроволновку и готово. Но Лизе такая еда была не по душе. Ей пришлось повозиться, прежде чем обед был готов. «Ты не обязана это делать», — заметил Игнат Федорович, усаживаясь за стол. «Не обязана, но мне это привычно и приятно». Игнат Федорович обед оценил. Он с удовольствием налегал на тушеную в меду курицу. Даже мороженая морковь и овощи получились вполне прилично. «Лиза, ты настоящая волшебница!» Игнат Федорович вытер губы салфеткой. «Просто фантастика! И я забыл, что значит вкусная домашняя еда. Клара готовила великолепно. А какие она пекла торты! Ее фирменным был Наполеон с заварным кремом. Таял во рту.
Она колдовала над ним целый день, а есть можно было только после того, как он ночь простоит под чугунным утюгом. «Под утюгом?» – удивилась Лиза. «Для веса, чтобы коржи пропитались кремом. Кларе этот утюг достался еще от бабушки, как и рецепт Наполеона. Семейные традиции приготовления волшебного торта». Вздохнул Игнат Федорович, предавшись воспоминаниям. «А рецепт сохранился?» – поинтересовалась Лиза. «Конечно. Можно я попробую сделать его?» «Почему нет? Вдруг у тебя получится?» – оживился Игнат Федорович. «Было бы жаль утратить секрет Наполеона безвозвратно». «Тогда в следующие выходные я попробую его приготовить». «Уверен, у тебя получится». «Я очень постараюсь. Все знакомые говорят, я неплохо готовлю». «Знаешь, грех есть такое вдвоем. Предлагаю устроить небольшой праздник». «В честь чего? Или у вас намечается день рождения?» «Для праздника не нужен повод. Я приглашу своих близких друзей. У меня их немного, а ты своих». Лиза задумалась. Кого она может пригласить? Светку и Галку? «Пригласи того, кто не звонит тебе», — посоветовал Игнат Федорович. «Он будет очень рад». Глава 25. Вот уж чего точно Лиза не могла даже предположить, так это то, что ей так понравится работать в крохотной фирме «Орфей». Оказывается, так бывает. Сначала тебе приходится по душе атмосфера старого дома, потом к начальнику ты проникаешься едва ли не дочерними чувствами. И как-то незаметно за очень короткое время небольшой коллектив становится тебе семьей. Именно так и случилось в жизни Лизы. За какую-то неделю. Она сдружилась со всеми. С секретаршей Игната Федоровича, Любашей, которая оказалась замечательной веселой девушкой, с главным и единственным бухгалтером Мариной Гавриловной, которая, как выяснилось, приходилась Игнату Федоровичу двоюродной сестрой, с двумя его племянниками-близнецами, Виктором и Кириллом, работниками цеха и столярных дел мастерами. И еще был водитель Денис, в обязанности которого входила доставка заказов, и он тоже оказался классным парнем. Но не чудо ли это? И это чудо Лиза пестовала, считая самым главным в своей жизни. Первая рабочая неделя пролетела как один день. С утра до вечера Лиза занималась разработкой рекламных направлений, налаживанием контактов с потенциальными клиентами. Половину времени проводила в офисе, половину в разъездах. Порой не получалось выкроить несколько минут на обед. И засиживалась она бывала в офисе допоздна. Но усталости не было и в помине. А первые, пусть еще и маленькие победы, радовали ее неимоверно. «Игнат Федорович, я в музучилище», — заглянула Лиза в цех, где и трудился с самого утра хозяин Орфея. «У меня там встреча с директрисой и со спонсорами. Пожелайте мне удачи». «Удачи, Лизонька!» — приспустил Игнат Федорович очки. «Собственно, не сомневаюсь, что она всегда с тобой. Ну и наша удача — это ты, милая». Улыбнулся он ей, и на сердце сразу потеплело. К нему Лиза за короткое время успела привязаться всем сердцем. И особенно ей нравилось попивать с ним вечером чай и разговаривать. Собеседник он был очень интересный, и жизнь его пестрела разными потешными курьезами. А как он рассказывал обо всем этом, заслушаться можно было. «Куда едем?» — поинтересовался Денис, когда Лиза заняла пассажирское место. «В музучилище», — назвала Лиза адрес. «Пора нам уже выходить на новый уровень». Не без гордости она могла считать рост продаж музыкальных инструментов своей заслугой. Именно с ее появлением в фирме и наметился скачок. Но пока еще это были штучные отгрузки. А сегодня она планировала договориться о поставке не одной-двух скрипок, а целой партии струнно-смычковых инструментов. При этом она с удовольствием рассказывала людям, что покупают они самые лучшие инструменты, высокого качества и со стопроцентной гарантией. Ведь дело именно так и обстояло. «Лиз, а ты занята вечером?» Снова обратился к ней Денис. «Да вроде нет, а что?»
Машинально отозвалась Лиза, освежая в памяти информацию об училище, листая страницы на планшете. «Ну, может, сходим куда?» «Что? В каком смысле?» — посмотрела Лиза на Дениса. «Ну, в смысле, в кафешке посидим или в кино?» Выглядел он смущенным. Но еще сильнее смутило его предложение Лизу. Как-то не готова она была к такому. Нет, она, конечно, не могла не замечать всех тех знаков внимания, что оказывал ей водитель. Да и времени вместе они проводили много, разъезжая по городу. Но дело в том, что никаких отношений ни с кем Лиза завязывать не хотела. Просто не была готова еще к этому. И теперь вот не знала, что можно ответить. «Ладно, понял уже», — грустно улыбнулся Денис. «Не хочешь». «Не в этом дело», — тряхнула головой Лиза. Обижать хорошего парня ей не хотелось. «Просто недавно я ушла от мужа. Сам понимаешь, что пока мне не до свиданий». «Ты была замужем?» — удивился Денис. «Была, аж 3 года», — вздохнула Лиза. «Я не знал». На этом щекотливую тему они закрыли по молчаливому согласию. Да и вскоре уже подъехали к зданию училища. «Добрый день», — заглянула Лиза в кабинет директора, предварительно постучавшись. «Вы ко мне?» — посмотрела на нее поверх очков дородная дама. Именно такими Лиза почему-то и представляла директрис музыкальных школ или училищ. Пышнотелыми, с крупными чертами лица и обязательно высокими прическами. А еще возрастных, седовласых и в очках. Даже пришлось прятать улыбку, когда входила в кабинет. Бывает же такое, когда фантазии словно оживают. «Я представляю интересы фирмы «Орфей», пиар-менеджер. Мы договаривались с вами о встрече». «Да-да», — заметно обрадовалась директриса и даже привстала со своего места. «Проходите, пожалуйста, присаживайтесь», — указала она на диван. «Знаете, вы ведь для нас настоящая находка». «Правда?» — удивилась Лиза. Она-то полагала, что это они находка для фирмы «Орфей». «Ну, конечно. Я когда увидела у одного из наших студентов дамбру, изготовленную фирмой «Орфей», то сразу оценила ее качество и звучание. Меня это потрясло, особенно когда узнала про совсем невысокую цену. Расхаживала перед Лизой дама, невольно вызывая восхищение тем, как она любила музыку и свою работу. «Это же аналогов таких в нашем городе точно нет, да и не только у нас, уверена. И тогда я подумала, что неплохо было бы держать ваши инструменты на балансе нашего училища. Не все студенты могут себе позволить купить качественный инструмент, вы понимаете?» «Ну, конечно». Тут Лиза не лукавила. За неделю работы в «Орфее» она усвоила, что хороший музыкальный инструмент стоит приличных денег. «О чем и речь?» — активно закивала директриса. «Но также вы должны понимать, что у нас нет таких денег, чтобы закупить у вас партию инструментов». «Да?» — уже почти расстроилась Лиза. «Да, но у нас есть спонсор, который точно не откажет нам в помощи», — победоносно закончила дама, останавливаясь перед сидящей на диване Лизой. «И с минуты на минуту он подъедет. Вот ему вы и расскажете обо всех плюсах вашей продукции, как и убедите, что нашему училищу, нашим талантливым студентам она нужна». «С удовольствием это сделаю», — обрадовалась и Лиза. Рассказывать о музыкальных инструментах с некоторых пор она полюбила. И получалось у нее это отлично. Осталось дождаться спонсора. Директриса предложила ей испить чаю с печеньем. Сама же и поухаживала за ней. И они как раз успели осушить чашки, когда дверь в кабинет распахнулась, и на пороге появился Игнатов собственной персоной. «Так он и есть спонсор? Вот уж кого Лиза точно не ожидала увидеть. Нет, про Глеба она не забыла и даже временами ждала от него звонка. Но время шло, а мысли о нем становились все тусклее. В конечном итоге Лиза убедила себя, что Игнатов остался в ее прошлом, что больше они не встретятся. Глава 26. «Разрешите вас познакомить», — начала директриса. «Мы уже знакомы», — пробурчала Лиза.
Меньше всего ей хотелось иметь дело с Глебом. Но если он спонсирует музучилище, то придется. «Прекрасно», — оживилась директриса. «Значит, вы знаете, какой замечательный и бескорыстный человек Глеб Станиславович». «Она знает», — кивнул Глеб, и Лиза поймала на себе его ироничный взгляд. «Вы явно преувеличиваете мои достоинства, уважаемая Лидия Федоровна. Я далеко не бескорыстный и совершенно не замечательный. Я всего лишь расчетливый бизнесмен». «Ну, это неправда», — улыбнулась директриса в ответ. «Не скромничайте». Лидия Федоровна налила чай Глебу, передала ему чашку. «Раз вы уже знакомы, значит, вам известно, что Елизавета Владимировна представляет фирму «Орфей». «Да, разумеется», — кивнул Глеб. «Отличная фирма. А чем она занимается?» Шутник нашелся. Лиза нахмурилась. Директриса переводила удивленный взгляд с Глеба на Лизу и обратно. «Наша фирма занимается ремонтом и изготовлением музыкальных инструментов», — серьезно ответила Лиза. «Глеб Станиславович изволит шутить. Он не знает, что я являюсь представителем фирмы «Орфей». Мы были просто знакомы». «Да, просто», — кивнул Глеб. «Вернее, едва знакомы». Директриса перешла к делу. «Нас заинтересовали инструменты, производимые фирмой «Орфей». Мы были бы рады приобрести несколько. Например, училищу не помешает еще одна домбра, мандолина, ну и, если возможно, гитара». «Конечно, я с радостью приобрету это для училища. Пришлите счет, я его оплачу», — обратился Глеб к Лизе. «Можете добавить еще парочку скрипок и барабан». «Барабаны мы не изготавливаем». «Жаль, я бы для себя купил». Глеб отхлебнул чай. «А бубен можно?» Директриса снова внимательно посмотрела на Лизу. «Мы изготавливаем только струнные инструменты. Сейчас Лизе хотелось стукнуть Глеба по башке. Хоть тем же бубном». «Лидия Федоровна», — обратился Глеб к директрисе. «Может быть, нужны еще какие-то струнные инструменты? Виолончель, например». «О, это очень дорого», — смутилась директриса. «Я не хотела бы злоупотреблять вашей щедростью». «Пустяки», — отмахнулся Глеб. «Тогда еще 2 виолончели». То ли на самом деле такой щедрый, то ли понтуется. Хвост перед Лизой распушает. Типа «смотри, от кого ты ушла, будешь локти кусать». Но так или иначе, а хороший заказ для фирмы как нельзя кстати. Игнат Федорович будет на 7-м небе от счастья. Да и училищу музыкальные инструменты, как поняла Лиза, очень нужны. Благодаря Лидии Федоровне разговор шел непринужденно. Точнее, Глеб задавал вопросы директрисе, а Лиза ей на них отвечала. Это было словно общение через переводчика, точнее, через посредника. «Я всего лишь принимаю дар», — не выдержала, наконец, директриса и мягко заметила. «Вам было бы проще напрямую обсудить все тонкости». «Увы, Лидия Федоровна, в музыкальных инструментах я полный ноль. Музыкального слуха у меня нет от слова совсем. Без вас ничего не получится», — вздохнул Глеб. Лизе тоже совсем не хотелось общаться непосредственно с Глебом. Но Лидия Федоровна однозначно догадалась, что тут дело нечисто, и между Глебом и Лизой отношения, мягко говоря, странные. Лидия Федоровна старалась разрядить обстановку, но ничего, кроме чая и печений, предложить не могла. «Я надеюсь, что наше трехстороннее сотрудничество будет плодотворным», — осторожно произнесла она. «Лично я приложу для этого все усилия», — заверил ее Глеб, клятвенно приложив руку к сердцу. «Со своей стороны я тоже могу заверить. Наша фирма не подведет», — закивала Лиза. «Все будет выполнено в срок, и качеством вы останетесь довольны». «Ах, как это замечательно!» — восхитилась директриса. «Все так удачно сложилось. Еще чая?» Лизе казалось, что чай уже плещется у нее в районе ушей. «С удовольствием», — она протянула директрисе чашку. «У вас удивительно ароматный чай». «Тоже не откажусь», — поддержал ее Глеб. «Ваш чай великолепен. Могла бы я посетить вашу мастерскую?» — поинтересовалась директриса, обращаясь к Лизе. «Да, конечно, мы будем очень рады видеть вас».
«Было бы замечательно, если бы вы, Глеб Станиславович, сопровождали меня», — повернулась директриса к Глебу. «Вы должны видеть, на что тратятся ваши деньги. Думаю, небольшая экскурсия будет нам с вами очень интересна. Можете вы это организовать?» — перевела она взгляд на Лизу. «Мне надо узнать мнение Игната Федоровича, но, думаю, он не станет возражать. Мне пора», — поднялась она. «Мне тоже», — последовал ее примеру Глеб. Оставаться с Глебом наедине даже ненадолго Лизе не хотелось. Она порылась в сумочке, ожидая, когда Глеб выйдет из комнаты. Он помедлил по дороге, и, наконец, дверь за ним закрылась. «Совсем забыла», — обратилась Лиза к директрисе. «Игнат Федорович хотел узнать, нет ли каких особых пожеланий. Может, цвет лака или еще что-то?» «Будет хорошо, если вы напишете на инструменте имя дарителя. Я как раз хотела вас об этом попросить. Возможно такое?» «Да, разумеется». Лиза попрощалась и покинула кабинет. В глубине души она почему-то надеялась, что Глеб ждет ее в коридоре. Или в холле, или во дворе. Нет, она не собиралась общаться с ним или давать объяснения, почему ушла, не поставив его в известность. Но ей так хотелось, чтобы он спросил ее об этом. Она бы гордо вскинула голову и прошла мимо. Но Глеб уехал, не пожелав увидеться с ней наедине. А ведь наверняка он этого хотел. Так же, как и она. Но нет, разобиделся и уехал. И леший с ним. Лиза села в автомобиль. «Поехали», — попросила Дениса. «Что-то случилось?» — спросил он. «Нет», — как можно непринужденнее пожала Лиза плечами. «Ты печальная какая-то, словно плакать собираешься». «Да ничего подобного», — натянуто улыбнулась Лиза. «Все хорошо, все просто отлично». Глава 27. «Лизонька, ты просто чудо! Да на такой крупный заказ мы даже примерно не могли рассчитывать. Даже не мечтали!» Расхаживал Игнат Федорович по кабинету, активно жестикулируя руками. «Это ж подумать только! Даже виолончели! Да мы за все время работы продали всего одну. Да и ту не музыканту, а коллекционеру. Какая удача! Какая удача!» Лиза сидела в кресле в кабинете директора и наблюдала за ним с грустной улыбкой. Никак не получалось избавиться от этой самой грусти. И Денис правильно понял. В первый момент, когда вышли из училища и сели в машину, больше всего ей хотелось расплакаться. Встреча с Глебом стала настоящим сюрпризом для нее. Меньше всего в музыкальном училище она ожидала увидеть его. И о спонсорстве его даже не догадывалась, как и не интересовалась, занимается ли он этим. Заметила Лиза и то, как удивился Глеб. Ее он тоже не ожидал встретить. Ну а дальше вся эта пикировка, как спектакль экспромтом. Она тоже родилась сама по себе, и Лиза уже не могла сейчас сказать, кто первый начал. Мало того, они и директрису вовлекли в этот спектакль, навязали ей роль посредника или буфера. Было бы смешно, если бы не эта проклятая грусть. «Что с тобой, девочка?» — остановился перед ней Игнат Федорович. «Уж не плачешь ли ты?» Проступила на его лице озабоченность. «Ну, почему? Неужто я тебя чем-то расстроил?» «Нет, что вы!» — спохватилась Лиза, осознав, что уже какое-то время даже не слушает его, думая о своем. «Все хорошо, правда, просто...» «А что просто?» Объяснить всего она точно не сможет. Она и сама пока еще не до конца поняла, что именно так сильно ее расстроило. Но склонялась к мысли, что грусть вызвана разочарованием. Ведь она думала, что Глеб ее дождется. В глубине души она планировала продолжить с ним общаться. Так почему же она тогда не простилась с директрисой училища одновременно с ним? Почему? «Лиза, там тебя спрашивают», — заглянула в кабинет секретарь Любаша. «Извините, Игнат Федорович», — смутилась она. «А кто спрашивает?» — безучастно поинтересовалась Лиза. Настроение держалось такое, что не хотелось никого ни видеть, ни разговаривать с кем-либо. Сейчас бы забраться в норку и погоревать всласть. «Мужчина, красивый мужчина», — улыбнулась Люба.
«Ну, не задерживаю тебя больше, Лизонька», – торопливо проговорил Игнат Федорович. «Наверняка этот красивый мужчина ждет тебя по делу». Ох, хитрец и сводник. Лиза уже поняла, что Игнат Федорович спит и видит, когда она хоть с кем-то начнет встречаться. Он, кажется, задался целью устроить ее личную жизнь. И она не удивится, если этот красивый мужчина заявился сюда по его наводке. «Ты?» — замерла от удивления Лиза, когда увидела в своем кабинете Глеба. «Не ждала?» — усмехнулся он. «А я вот приперся». Развел он с руками с видом, мол, терпи, куда тебе деваться. «Я думала, мы все обсудили». «Все да не все», — хмыкнул Глеб. «Обычно при достижении устной договоренности стороны подписывают документы, чтобы закрепить результат на бумаге. Без подписанного договора на поставку я не смогу перевести вам деньги за инструменты». «Точно, договор», — спохватилась Лиза. А ведь все время, сколько пробыла в музыкальном училище, договор у нее был с собой. Туда нужно было только вписать реквизиты сторон, но и подписать его. «А как ты узнал, где меня искать?» Специально долго рылась Лиза в папке, стараясь не смотреть на Глеба. Она боялась выказать, что рада снова видеть его. «Узнал от Лидии Федоровны». «А, ну да», — кивнула Лиза, доставая договор. «А вот и документы». Лиза придвинула к Глебу договор со словами: «Впиши туда свои данные». Он какое-то время читал документ, а потом посмотрел на нее. «Почему ты тогда ушла, не дождавшись меня?» Вопрос застал ее врасплох. Да и ответ на него был очевиден. «Моя мать — человек импульсивный и может ляпнуть, не подумав». Правильно оценил он ее молчание. «Уверен, говорила она тебе все не со зла». «Мне так не показалось, извини», — отозвалась Лиза. Не хотелось ворошить прошлое, но она понимала, что лучше поговорить, чем и дальше копить взаимные обиды. «В любом случае нужно было дождаться меня». И на это она тоже не знала, что можно ответить. Разговор не клеился, а неловкость только росла. Что-то изменилось. Раньше они оба старались уколоть друг друга, да побольнее, при малейшем удобном случае. Их общение больше походило на вражескую перепалку и чаще приводило к ссорам. И Игнатов неимоверно действовал Лизе на нервы. А сейчас она боялась признаться даже себе, что рада его видеть. А как она обрадовалась в кабинете директрисы музучилища, когда он вошел. «Где ты живешь?» — задал Глеб новый вопрос. «Здесь?» — посмотрела на него Лиза. «Что, прямо здесь?» — обвел он глазами кабинет. «Ну, нет, конечно», — рассмеялась она. «На втором этаже здания жилая часть. Игнат Федорович сдал мне комнату». «Понятно. И как он? Не пристает к тебе?» «Игнат Федорович?» Тут уж Лиза и вовсе чуть не закатилась. «Не пристает, не волнуйся. Он ко мне относится как отец». И лишь потом, когда Глеб уже ушел, Лиза задалась вопросом, а почему, собственно, он должен волноваться, кто и как к ней пристает? Но ведь вопрос такой задал. «И что, его инструменты и правда так хороши, как описывает их Лидия Федоровна?» Вновь заговорил Глеб, когда внес в договор свои реквизиты и поставил подпись. «Они лучшие», — не без гордости ответила Лиза. «Качественные и недорогие. Можешь верить мне». «Верю», — улыбнулся Глеб. Лиза вдруг подумала, что они впервые говорят почти нормально, как друзья, и отчего-то на душе от этой мысли потеплело. Тут и разговор с Игнатом Федоровичем всплыл в памяти, как и ее обещание приготовить в эти выходные фирменный Наполеон его покойной жены. Что ж, завтра как раз суббота. «А приходи к нам завтра на торт», — выпалила Лиза так быстро, чтобы не передумать. «К нам — это к тебе?» «К нам. Это ко мне и Игнату Федоровичу. Именно он велел мне позвать тебя». «А если бы не велел?» — пытливо посмотрел на нее Глеб. «Так ты придешь?» — оставила Лиза его вопрос без ответа. «Приду. Во сколько?» Лиза прикинула, что торт она будет готовить уже сегодня вечером. До завтра он будет стоять под чугунным утюгом и пропитываться. «К часу», —
Решила она, что к этому времени как раз успеет накрыть на стол. На том они и договорились. А потом подписали договор оказания услуг и расстались почти лучшими друзьями. Ну надо же, как быстро все может меняться в жизни. Именно на эту тему и размышляла Лиза остаток дня, ловя себя на том, что периодически улыбается без повода. Глава 28. Глеб ждал звонка Лизы и ее, если не извинений, то хотя бы объяснений. Надеялся, что они просто поговорят, и досадное недоразумение разрешится. Но прошла неделя, а Лиза так и не позвонила. Сам он, разумеется, звонить ей не собирался. Тем более, что и номер-то ее удалил. И вообще, с какой стати ему, Лизе, звонить? Он ее не обижал, ничего резкого никогда не говорил. Или говорил? Да, было такое. Любил он показать, кто хозяин, а кто прислуга. Порой вел себя, как последняя свинья. Ну, может, и не свинья, но вел себя с Лизой достаточно деспотично. Причину этого Глеб не хотел озвучивать даже для себя. Хотя в глубине души отлично знал, почему вел себя так по-хамски. Он робел перед Лизой, злился на себя, но ничего не мог поделать. Это началось давно. С тех самых пор, когда Костя появился с Лизой на корпоративе. Может, и нет любви с первого взгляда, но влечение с первого взгляда есть однозначно. Тогда Глеба словно молния поразила. Какая женщина! Необыкновенная, изящная, веселая. Вроде ничего особенного, если подумать. Есть и краше, и раскрепощеннее, и сексуальнее, но это совсем не то. Пожалуй, в Лизе не было и намека на вульгарность. И главное, она не притворялась, вела себя естественно, не хотела показаться лучше, чем есть. Именно искренности всегда хотелось Глебу. Хотелось, как глотка свежего воздуха. Те женщины, что у него были, не задевали душу. Они хотели от Глеба денег, и он им платил. И девочкам из эскорта, и секретаршей, и девицам, мечтавшим удачно выйти замуж. Мама очень переживала, что его подцепит какая-нибудь ушлая красотка. При каждой встрече мама напоминала о том, какой он завидный жених, что ему надо быть осторожным с выбором невесты. Сейчас столько брачных аферисток, словно он неразумный ребенок. Тем более, что и жениться в ближайшее время Глеб не собирался. И как же бесцеремонно дорогая мама влезла в жизнь сына. Разумеется, она хотела как лучше. Она всегда знает, как лучше, как правильнее. И сколько же раз Глеб умолял ее не лезть в его жизнь. Он давно вырос и, наконец, смог освободиться от ее постоянной заботы. Забота даже из лучших побуждений порой бывает невыносима. Эх, мама, мама. Можно представить, как она разговаривала с Лизой. А учитывая, что и Глеб вел себя по-свински, можно понять, почему Лиза ушла без объяснений. Разумеется, ее терпение лопнуло, и она нашла отличный повод сделать Глебу ручкой на прощание. Маму винить легко, но если бы Глеб вел себя с Лизой нормально, она бы не ушла. Не без труда Глеб отогнал невеселые мысли о собственной глупости и гордости. Неожиданная встреча в музучилище убедила его, что это судьба. Он не должен упустить второй шанс, и он его не упустит. Но общение шло напряженно. Говорили только по делу. Лиза не захотела продолжить разговор наедине. И Глебу пришлось наступить на горло своей глупой гордости и самому отправиться в фирму «Орфей». И тут они поговорили с Лизой, если не дружелюбно, то без напряжения. Она даже пригласила его на чай с тортом. Глебу очень не хватало ее стряпни. Поворчав, Ирина Юрьевна снова взяла на себя обязанности поварихи. Но это была просто еда, а не кулинарные изыски Лизы. К визиту к Лизе Глеб готовился тщательно. Купил фруктов и конфет с марципаном. Их изысканный вкус не оставит Лизу равнодушной. Хотел еще купить цветы, но понял, что это будет неуместно. Он всего лишь идет на чай. Но все-таки зачем-то зашел в цветочный магазин и купил орхидею в горшке. Пусть стоит в Лизином кабинете.
Это не букет, это просто декоративное растение. По розовым лепесткам орхидеи раскинулись темно-бордовые леопардовые пятна. Цветок выглядел хищно и ужасно порочно. Не запустила бы Лиза этой орхидеи Глебу в голову. Впрочем, в благоразумии этой девушки Глеб не сомневался. Им предстоит долгое и плодотворное сотрудничество. Заказ выгоден всем, и прежде всего фирме «Орфей». Интересно, что за торт испекла Лиза? Глеб представил, как они будут пить чай и непринужденно болтать обо всем на свете. Как Лиза будет улыбаться и подливать ему чай. Вот только ее шеф будет там совершенно лишним. Без него было бы намного лучше. Но зато Глеб сможет понять, что из себя представляет этот самый Игнат Федорович. Может, и прохвост каких мало, и вешает Лизе лапшу на уши. А может, и правда порядочный человек. Глебу надо знать, не нужна ли Лизе защита. Наивной девушкой ее не назовешь. Но надежный друг никогда лишним не бывает. Пусть он и Лиза пока побудут хотя бы друзьями. Глеб уже собрался выходить из квартиры, как позвонила мама. «Прости, тороплюсь на деловую встречу», — поспешно выпалил Глеб. «У тебя ничего срочного?» «Деловая встреча в субботу?» Глеб представил лицо мамы. Брови вскинуты, губы поджаты. «Да, мама, я работаю без выходных», — напомнил ей. «Бизнес превыше всего». «Ладно», — смягчился мамин голос. «Но тебе надо отдыхать, так что сегодня ждем тебя в 4. Не опаздывай». «Зачем?» — удивился Глеб. «Мне завтра удобнее будет, могу хоть с раннего утра. Я в воскресенье совершенно свободен». «Надо сегодня, у нас вечером гости». «А я тут при чем?» — не понял Глеб. «К Максаковым приехала внучка из Лондона, и они придут к нам». «Максаковы». Глеб тихо ненавидел это семейство снобов. Пожилая пара — Павел Миронович и Ольга Леонидовна. Занудные снобы. Отец когда-то работал под началом Павла Мироновича. Очень состоятельная семья. От бизнеса старик Максаков давно отошел, передав дело сыну. Тот перебрался в Питер. По каким-то непонятным причинам родители продолжали общаться с Максаковыми. Глеб всегда старался избегать этой пары. И вот на тебе, приезжает их внучка. Ее Глеб никогда не видел, но слышал, что она дивная красавица, умница, каких мало, и вообще девушка необыкновенная. Училась в Сорбонне в Париже, потом перебралась в Лондон. Не то искусствовед, не то юрист. Глеба никогда не интересовало семейство Максаковых, а уж их лондонская внучка подавно. «Мы сказали, что ты обязательно будешь». «Зачем?» «А ты не понимаешь?» — возмутилась мама. «Нет», — отрезал Глеб, пытаясь запереть дверь в квартиру. «Ты меня сведешь в могилу», — всхлипнула мама. «Мои нервы на пределе, как ты можешь?» Сейчас мама проплачется и начнет выносить мозг Глебу. Какой он неблагодарный сын, ведь она так мало и редко его просит об одолжении. «Я так редко прошу тебя», — завела знакомую песню мама. «Неужели сложно сделать мне одолжение?» «Хорошо, мама, я буду. Не расстраивайся по пустякам». «Вот и отлично. Не опаздывай». «Ладно». Глеб поспешил завершить разговор. Глава 29. Лиза поймала себя на том, что волнуется, как школьница перед экзаменом. С чего бы? Судя по реакции Игната Федоровича, Наполеон получился что надо. Во всяком случае, она придерживалась рецепта его покойной жены, не отходя ни на шаг. И, как положено, всю ночь торт настаивался под чугунным утюгом. Немного расстроилась Лиза, когда от приглашения на чай отказались Галка со Светой. Первая сослалась на свидание, которого давно ждала, а вторая — на семейный шопинг. И получалось, что из приглашенных ею оставался только Глеб. Он должен был прийти к часу, как договаривались. Лиза надеялась, что он не передумает, а если появится что-то неотложное, что помешает ему прийти, то он обязательно отзвонится. Так вот в чем дело. Лиза замерла перед зеркалом, перед которым и наводила последние штрихи к макияжу. Она волнуется перед встречей с Игнатовым.
как будто собирается идти к нему на свидание. «Но это не свидание», — пробормотала она своему отражению. «Это просто дань вежливости». Да-да, именно так. Их отношения вышли на новый уровень, но совсем не тот, который приводит к душевному трепету. Теперь они деловые партнеры, а сегодняшние чаепития с тортом — лишь корпоративные посиделки, если так можно сказать. Вот и все сотрудники их небольшой фирмы обещались прийти, несмотря на то, что суббота выходной. И все же ближе к часу Лиза от волнения уже не находила себе места. Стол они с Игнатом Федоровичем решили накрыть в гостиной. Ради такого случая достали из серванта немецкий чайный сервиз. И Лиза даже узнала его историю, как появился он в этом доме. Когда-то уже давно ныне покойная жена Игната Федоровича ездила в тур по Европе. Вот оттуда она и привезла сервиз, каким пользовались они по праздникам. «Что ж получается, Лизонька, что твои гости не придут?» — уточнил Игнат Федорович, когда она сообщила ему про занятость подруг. «Не совсем. Один придет». «Один?» — заинтересованно посмотрел на нее мужчина. «А ты еще кого-то пригласила?» «Ну да, того самого спонсора, что покупает для училища партию наших инструментов». «Это Глеба Станиславовича, что ли?» — удивился Игнат Федорович. «Ну так это же замечательно! Какая же ты молодец!» Лиза познакомила своего начальника с Глебом еще вчера. Но вот рассказать о том, что была знакома с ним раньше, как-то не довелось. Ну или она специально не стала заострять на этом внимание. И сейчас ситуация могла показаться Игнату Федоровичу двоякой. Но на самом деле, с какой это стати она пригласила на чай практически постороннего человека? «Просто я с ним уже давно знакома, не подумайте чего», — торопливо проговорила она. «А я и не думаю ничего», — по-доброму улыбнулся Игнат Федорович. «Мне и вчера показалось, что вы раньше встречались. А это, случайно, не тот, чьего звонка ты ждала?» Проницательно добавил. «Тот», — призналась Лиза, решив не утаивать очевидного. «Ну, значит, ты вдвойне молодец», — подытожил Игнат Федорович, не став и дальше развивать эту тему. И за это Лиза ему была больше всего благодарна. Первой пришла Любаша. За ней следом подтянулись Марина Гавриловна и Виктор с Кириллом. Денис почему-то заявился с букетом цветов, который и вручил торжественно Лизе. Такой поступок водителя всех насмешил, а ее саму немного смутил. Не первый раз Денис оказывал ей знаки внимания, но относилась она к нему как к другу, не иначе. И цветы эти точно были лишними. Глеб не опаздывал, но почему-то, когда часы показали ровно час, Лиза решила, что он не придет. И именно в этот момент в дверь позвонили. «Привет. Кажется, я не опоздал?» Он улыбался и выглядел нарядным. И в руках Глеб держал тоже цветы и конфеты. Вернее, держал он не букет, а орхидею в горшке. Но тоже цветок. Да что же это такое? Они как сговорились. «Это тебе», — протянул он ей подношение, как только она впустила его в квартиру. «Цветок в кабинете в офисе поставь». «Зачем? День рождения у меня летом», — ляпнула Лиза, первое, что пришло в голову. «Ну, просто так», — протянул он, заметно растерявшись. Тут Лиза подумала, что ее приглашение ведь тоже стало для него неожиданностью. Никогда раньше они не пересекались с ним на таких мероприятиях. Да, были корпоративы, приглашали его и домой к себе в бытность совместной жизни с Костей. И тогда он приводил какую-нибудь девушку, а сегодня Лиза вдруг отчетливо осознала, что впервые она впускает в квартиру Глеба одного, без дамы. Да еще и с цветами и конфетами. Значит ли это... «Ну, чего вы топчетесь на пороге?» — выглянул из комнаты Игнат Федорович. «Веди гостя к столу, Лизонька. Пора разливать чай». «А у вас гости?» — прислушался Глеб к голосам в гостиной. «Все свои», — улыбнулась ему Лиза. Игнат Федорович сам ухаживал за гостями, разливая чай, нарезая торт. Все нахваливали кулинарный шедевр, да Лиза и сама поняла, что Наполеон вышел отменный. Он так и таял во рту, и хотелось добавки.
Благо его много и всем хватило с лихвой. Лиза была благодарна Любаше, что ухаживала за столом за Денисом, подкладывая ему торта, подливая чаю, отвлекая разговорами. Потому что косые и недовольные взгляды водителя немного смущали. Он как будто вздумал ревновать ее, хоть и повода такого Лиза не давала. Ни сейчас, ни раньше. И ревновал он явно к Глебу, с которым лично она вела себя так же, как и с остальными гостями. Ровно и спокойно. Ну и спасибо Игнату Федоровичу, который развлекал гостей интересными беседами. В конечном итоге даже Денис расслабился и начал получать от посиделок удовольствие. И на лице Глеба Лиза еще никогда не подмечала такой расслабленности и удовольствия. Как будто он впервые находился в столь приятной сердцу компании. Однако около 3 Глеб повернулся к ней и тихо сообщил. «Очень не хочется этого делать, но мне нужно уйти». «Как? Еще же совсем рано!» Не смогла Лиза скрыть огорчение. Она поймала себя на мысли, что не хочет, чтобы он уходил, что его компания ей приятна. «Да, родители ждут меня к 4. С легкой досадой отозвался Глеб. И Лиза поняла, что он тоже не хочет уходить. «Мама обидится, если я не приду». «Ну тогда...» «Слушай», — перебил ее Глеб, и в глазах его Лиза прочитала азарт. «А пойдем со мной?» «Ну уж нет», — рассмеялась она. «С твоей мамой я уже общалась, больше не хочу». «Лиза, соглашайся», — умоляюще проговорил Глеб. «Тут такое дело. А можем мы на минутку выйти?» Окинул он быстрым взглядом гостей. Они вышли на кухню, где Глеб и рассказал ей, что мама его надумала устроить сегодня смотрины. «Если честно, желание мамы поскорее женить меня неимоверно бесит», — признался Глеб. «Но я все равно не могу». «Можешь. Ты можешь пойти со мной к родителям, как моя девушка. Не на самом деле», — торопливо добавил Глеб, — «а как будто. Очень прошу тебя. Может, хоть тогда мама от меня отстанет». Лиза не соглашалась, а Глеб ее уговаривал. В конечном итоге она подумала, а почему бы и нет? Он так просит. Да и пора уже его матери оставить его в покое. Ну и Лиза решила ему в этом помочь. Глава 30. Идея была идиотской. Но, во-первых, Глебу надо помочь, во-вторых, как упустить случай взять реванш у Альбины Витальевны? Мама Глеба сама придумала, что Лиза жаждет заполучить ее сына из-за денег. Ладно, пусть убедится, что не в деньгах счастье. Лиза и Глеб вернулись в гостиную. «Я похищаю вашу сотрудницу», — шутливо поклонился Глеб Игнату Федоровичу. «Не возражаете?» «Нет-нет, разумеется, не возражаю. Не допоздна?» «Это как Лиза пожелает». «Я пожелаю не допоздна», — пообещала девушка. «Ладно, отпускаю нашу бесценную сотрудницу, но при условии, что вы ее проводите до дверей дома. Разумеется, сдам с рук на руки в целости и сохранности», — пообещал Глеб. Пока ехали, Глеб давал Лизе указания. «Итак, ты моя девушка. Мы с тобой встречаемся, несмотря на то, что ты перестала у меня работать». «Твоя мама будет в шоке», — заметила Лиза. «Зато, может, поймет, что не надо на меня давить. Но главное, я избавлюсь от знакомства с внучкой этих Максаковых. Ты даже не представляешь, какие они». Глеб задумался, подбирая слово. «Великие. Обещаю, я тебя никому в обиду не дам». «Твоих родителей и их гостей не шокирует, что я не их круга?» «И что?» — рассмеялся Глеб. «В нашей стране все люди равны». Уже смеркалось, когда они подъехали к дому родителей Глеба. 4-этажная помпезная Сталинка. В городе его называли профессорским домом. Тут с давних пор жили заслуженные преподаватели, профессора, ученые. Квартиры тут продавались редко, они переходили по наследству. Глеб позвонил в домофон. Он весело щелкнул, Глеб распахнул дверь перед Лизой. «Прошу». «Ты уверен, что твою маму не хватит кондрашка, когда она меня увидит?» На всякий случай поинтересовалась Лиза. «Она крепкий орешек», — заверил Лизу Глеб.
Сказать, что лицо у Альбины Витальевны при виде Лизы вытянулось, это не сказать ничего. «Ты с ума сошел?» — перевела она взгляд на сына. «Ты зачем повариху привел?» «Лиза не повариха. Лиза моя девушка», — лучезарно улыбнулся Глеб маме. «Девушка?» — выдохнула та. «Твоя?» «Моя», — кивнул Глеб. «Алечка, что вы там стоите на пороге?» — раздался из глубины квартиры мужской голос. «Слава, тебе лучше подойти», — отозвалась мама Глеба. «И чем быстрее, тем лучше». В коридор вышел высокий мужчина лет 60, совершенно лысый, но с пышными сидеющими усами. Он посмотрел на Лизу. «Добрый вечер», — протянул ей руку. В его глазах читалось недоумение. «Добрый вечер», — пожала ее Лиза. «Это моя девушка», — вставил веское слово Глеб. «А это мой папа, Станислав Игоревич. С мамой ты уже знакома». Глеб по-свойски обнял Лизу за плечи. Первым порывом Лизы было скинуть руку Глеба, но она вовремя опомнилась. Они же пара. «Очень, очень рад знакомству», — расплылся в искренней улыбке папа Глеба. Судя по реакции, он не горел желанием знакомить сына с гостьей из Лондона. «Она не девушка нашего сына, она его бывшая кухарка», — поджала губы Альбина Витальевна. «Это глупая шутка». «Алечка, не нервничай понапрасну. Лучше иди развлеки гостей, а я пока помогу Лизочке раздеться». Станислав Игоревич помог Лизе снять пальто. «Ты тоже сошел с ума?» — гневно посмотрела на мужа Альбина Витальевна. «Вы что, сговорились? Только кухарки в моем доме не хватало». «Алечка, дорогая, ну что ты говоришь?» — упрекнул ее муж. «В нашем доме рады всем. К тому же, как говорил вождь мирового пролетариата, даже кухарка может управлять государством. Все работы хороши. Это уже Маяковский сказал, если помнишь. Нет классовых различий, есть классовые предрассудки. Все люди равны, все профессии почетны. Это сказал... «Прекрати цитировать великих людей!» — оборвала мужа мама Глеба. «Что подумают Максаковы?» «Они подумают, что опоздали со знакомством нашего сына и их внучки. И лично я буду этому бесконечно рад». Альбина Витальевна сердито покинула прихожую. «Не обижайся на мою жену, она немного взволнована», — доверительно сообщил Станислав Игоревич. «Почему-то считает наших гостей очень важными людьми». Отец Глеба пропустил вперед Глеба и Лизу. Они вошли в гостиную. На диване сидела пожилая пара. Крупный мужчина за 70 с роскошной шевелюрой седых волос и не менее крупная женщина с коротко стриженными крашенными волосами. На женщине было надето элегантное платье цвета антрацита. Нитка жемчуга на шее, очень сдержанно и стильно. Пара удивленно посмотрела на Лизу. Потом одновременно перевела взгляд на Альбину Валерьевну. Это знакомая Глеба, работала у него поварихой. Небрежно махнула рукой в сторону Лизы мама Глеба. «Позвольте вас познакомить», — выступил перед женой Станислав Игоревич. «Это Лиза». «А это наши давние знакомые. Светлана Анатольевна, Борис Павлович, их внучка Кристина. Ты, Глеб, кстати, видел ее в детстве. Не помнишь?» «Нет», — признался Глеб. «Да, разумеется, тебе тогда было 5, а Кристина только родилась». «Стало быть, Кристине 23», — сообразила Лиза. Кристина была не просто красива, она была дивно красива. Девушка была одета в элегантный брючный костюм цвета слоновой кости. Она сидела в глубоком кресле, закинув ногу на ногу. «В прошлом году она окончила Сорбонну», — многозначительно посмотрела на сына Альбина Витальевна. «Очень много слышала о тебе». Кристина поднялась с кресла, протягивая Глебу руку для поцелуя. Тот пожал ее, тем и ограничился. «Мы обсуждали французских импрессионистов», — перевела взгляд на Лизу мама Глеба. «Кристина год жила в Париже». «Париж — прекрасный город», — кивнул Глеб. «Но мне больше нравятся маленькие уютные городки Прованса». «А ты романтик», — широко улыбнулась Кристина.
Глеб пододвинул Лизе еще одно кресло, сам сел рядом на стул, взял ее за руку. «Им меня сделала Лиза», — Не менее широко улыбнулся в ответ Глеб. «Ты что, возил ее в Прованс?» — не поверила своим ушам его мама. «Нет, ей нравится кофейня в этом стиле. Французская деревня. Очень милое местечко». «Разумеется. Кому интересны импрессионисты, а кому поесть?» — поджала губы мама Глеба. «Давайте пить чай», — прервал жену Станислав Игоревич. Это было очень кстати. Дорогие слушатели, продолжение аудиокниги уже ждет вас. Просто нажмите на ссылку в описании и погрузитесь в историю дальше. Приятного прослушивания!